Ты можешь это называть матрицей, симуляцией, но это симуляция живой планеты. У человеческого тела, ввиду его структуры, есть возможность дотянуться до многомерных пространств. Это все тот же источник безграничного сознания. Можно сознанием из этих врат исцелять свое тело физическое, правильно? Да, то есть ты очень сильно пугаешь свое тело, и оно за счет этого быстро восстанавливается. Перемещение прям с физическим телом. Теоретически это возможно. Если третьи врата у тебя хорошо открыты, то ты материально обеспечен. А это ведет уже каждого человека к тому, чего он сам хочет. Ведет очень быстро, очень эффективно. Третьи врата щелк, котлеты денег полетели. Четвертый щелк, там рак излечился. Человек, который впитает в себя этот навык, он еще больше будет иметь ресурсов для еще более быстрой реализации того, что он сам себя обозначит. Мир не заинтересован в том, чтобы мы выходили на такие уровни, потому что мы уже становимся на этом уровне просто опасно для структур, опасно для систем. Хочу сегодня поговорить о таком понятии, с которым знакомы, как мне кажется, только твои ученики. Но я хочу его сделать популярным и для всей нашей аудитории. Я говорю о вратах. Расскажи, пожалуйста, что это, где это, зачем это, что мы с этим делаем? У человеческого тела, ввиду его структуры, есть возможность дотянуться до многомерных пространств. С позиции физики, с позиции наших органов чувств это не берется никак. То есть у глаза, там, у кожи, как органа тактильных ощущений, нет возможности это прочувствовать. Но когда мы развиваем свою энергетику, свое энергетическое тело, свое поле вокруг физического тела, то в это поле начинают попадать некие структуры, принадлежащие нам. Но эти структуры являются не частью нашей физики. Эти структуры являются частью нашего потока. Если смотреть на человека магическим зрением, то он выглядит как бесконечный столб, очень широкий столб. Этот столб пронизывает яйцо Вселенной от самого верха до самого низа. Вот эта потоковость, такая вот ниткообразная структура, она проходит через множество пластов вот этого яйца Вселенной. Имея такую структуру энергетическую, мы можем дотянуться до этих разных пластов мироздания. Это можно себе представить как многоэтажный дом. На первом этаже, допустим, там магазины, чуть выше там какие-то офисные помещения, технические этажи, этажи, где люди живут, чердак, где птицы летают, и сама крыша, где все открыто. Вот что-то подобное существует и в яйце мироздания. И вот когда человек, научившись чувствовать свою энергетику в теле, научившись высвобождать свою энергетику за пределы тела, получает возможность дотронуться, соприкоснуться с теми областями, которые как раз-таки уже завязаны на многомерность, на поток. Недавно был вебинар у меня, где одну из этих областей я демонстрировал людям. Это какую? Это были пятые врата, это были пространства за лопатками и спереди. И из этого пространства, как из открытой форточки, когда ты находишься в каком-то душном помещении, дует свежий воздух. Но воздух – это физический термин, оттуда дует сознание. Каждый раз, когда мы открываем какие-то из этих врат, через них начинает двигаться энергетика под названием сознание. Чье сознание? Изначально. Разве тут может быть сознание что-то еще? Ну вот видишь, именно в этом-то и вопрос. То есть, там же по факту существ много разных, мы к этому еще вернемся. Да. Но сознание все равно, так и здесь мы все представители сознания единого. В чем разница тогда? Существует всего лишь одно существо. Да, оно разделено, но при этом оно целостно. Да, можно выделить всевозможные его частички, но эти все частички связаны. Да, мы можем найти свою душу, но на каком-то уровне все души едины. Поэтому существует всего одно существо, существует всего одно сознание, это его сознание. В зависимости от того, через кого это сознание протекает в большей степени, тот и более осознан, тот более приближен к состоянию изначального. Вот если мы возьмем какого-нибудь, допустим, великого мастера, то даже не зная, кто он и что он, просто посмотрев на него со стороны, уже складывается впечатление какого-то мудреца. Почему? Потому что у него много сознания. Соответственно, мы тоже из любого состояния можем достигнуть такого уровня, пропуская через себя это сознание. Поэтому оно не является чьим-то. Оно всегда и твое, и не твое одновременно. И вот чтобы оно стало твоим, чтобы оно в тебя втекло, ты открываешь эти шлюзы,
И через эти шлюзы начинает поступать это сознание. Но при этом оно никому не принадлежит. Или же принадлежит изначально. Тут без разницы, какой концепт мы будем использовать. Здесь важно осознавать, что ты в этот момент не воруешь, ты в этот момент не отбираешь кому-то что-то принадлежащее. Ты как вот форточку открываешь в душном помещении и получаешь свежий воздух, и это очень приятный такой Так вот, и процесс. вопрос у меня в том, что почему этот воздух, ну, допустим, давай на примере Мгм. пятых врат, почему он считается условно свежим, как ты говоришь, если мы все равно одно и то же, все сознание одного единого, в чем разница? Мы же здесь, вот находимся в каком-то нашем пространстве, да? Зачем нам дышать из какого-то еще пространства, если по факту, что там я, что здесь я, все мы одно единое целое? Подвижность. Подвижность вот этого сознания, оно играет решающую роль. Я уже рассказывал множество раз, что сознание можно представить как вода. Вот вода может быть в состоянии плазмы, и та же самая вода может быть в состоянии льда. Вот если мы обложимся водой в состоянии льда, мы не выживем просто в этом. Если мы обложимся водой в состоянии плазмы, мы тоже не выживем в этом. Никак, мы сгорим сразу же. Но вот водой в состоянии воды, жидкости, мы живут поколениями люди, там, тысячелетиями, миллионами лет. То есть вот в этой среде мы живем. Есть еще вода в состоянии пара, но она вот над нами где-то летает. С сознанием все то же самое. В изначальном своем состоянии, в первопричинности всего, в Боге, там, как угодно можно сказать, оно как плазма. И просто так оттуда ты его никак не возьмешь, ты обгоришь при попытке туда подлезть. Но когда оно, пройдя вот эту многоуровневую структуру мироздания, доходит уже до уровня нашего физического тела, она плюс-минус как и жидкость становится. И вот это чистая жидкость. Это максимально здоровая жидкость. Вот ты знаешь, как есть вода, там, допустим, из скважины и вода из вот, московского, например, этого коллектора. Да? Но это вообще не одно и то же. Система водочистки, я имею в виду. И там вода. И вот здесь то же самое. Есть сознание, которое циркулирует между людьми. Вот мы сейчас с тобой общаемся, и наше сознание, оно циркулирует. То ты мне, то я тебе. Также оно циркулирует и со всем, что нас окружает. Но если мы берем многомерные пространства, то вот это никому не принадлежащее, более подвижное, более огненное сознание, которое там располагается, может быть нам доступно. Вообще эти практики не являются начальными. Это практики уже для тех, кто свое тело подготовил для соприкосновения с этим сознанием. Если же мы неподготовленному человеку включим это, подойдем, сами включим, то его физическое тело имеет риск быть поврежденным. Потому что его физическое тело слишком неподвижное, слишком медленное, слишком не адаптированное под эту вот скорость. Но если человек уже умеет разжиматься, умеет чувствовать свои каналы, уже поработал с этим, уже встал на путь удаления из себя сковывающих структур, спазмов, зажатости, он уже знает, как это делать, то вот разжимаясь, расслабляясь, он может вывести в себя в такой уровень, когда приток вот этого чистого, свежего сознания становится безопасен, и оно его уже приумножает, самого человека. Но если это как бежать впереди паровоза и просто там, а я сейчас вот хочу этого, можно повредиться. Поэтому это не практики начального уровня, и у меня уже было много вебинаров, много трансляций, абсолютно открытых трансляций для всех. И я далеко не с первой трансляции это все рассказал и показал. Но со временем люди все равно подготавливаются, люди меняются, у них открывается такая возможность. Ты просто вот перед трансляцией садишься, вот та аудитория где-то там за камерами она собралась, но все равно, что ты ее чувствуешь. Ты смотришь, да, вот теперь уже есть возможность показать такого уровня практики. Там еще много уровней. Угу. Вот давай как раз про эти уровни хочу поговорить. Ты говоришь, что мы уже обсуждали в нашем с тобой первом интервью про вот этот поток, который пронизывает яйцо Вселенной. И правильно ли я понимаю, что через врата мы попадаем на различные вот эти уровни? Или как происходит? Тут все зависит от того, попадаем ли мы туда или не попадаем, то есть что мы делаем, открыв этот проход. Его можно сравнить, вот если мы берем что-то такое понятное, да, из фильмов, там, из фантастики, его можно сравнить с телепортом. Порталы, правильно? Портал, да. И, соответственно, он не открыт у нас постоянно. У нас есть возможность, то есть потенциал его проявить. То есть в момент практики, вообще, когда я показываю вот эти процессы, я открываю их в себе. Человек считывает с меня, как это делается. Мгновенно получает обучение в этом направлении. Потому что считывание, резонанс, он сразу передает информацию. Дальше. Он это открывает в себе, проявляет это. И когда этот портал открывается, из него сразу же начинает двигаться энергетика. Если человек в этот момент практику свою удерживает уже без изменений,
то он просто получает доступ к безграничному источнику этого сознания. Ну, если опять-таки проводить аналогию, ну вот представь, у тебя там, допустим, на участке забил родник. Тебе не надо уже там сверлить землю, там подводить трубу. О, у тебя родник на участке. Да, там, может быть, он пока еще недостаточен для полного водоснабжения дома, но он у тебя уже есть. У тебя есть возможность попить чистой воды. Здесь то же самое. Я не могу сказать, что, открыв пятые врата, ты все становишься абсолютно независим от внешнего мира. Нет, но у тебя становится больше. И это больше, оно теперь перманентно тебе доступно, потому что у тебя появился навык, ты знаешь, как это делать. Давай поговорим тогда, начнем прям с первых. Какой портал куда ведет, для чего нам это использовать? Да. И вот если человек останавливает эту практику на этом уровне, то все, дальше ничего не происходит. Оно просто течет и течет, и течет. Но представим себе, что у тебя есть какая-то невиданная возможность нырнуть в свой родник. И вот тогда уже начинается перемещение по пространству. Я пока еще на большую аудиторию, на открытую, не показывал таких практик, но потенциально они возможны. Ты имеешь в виду перемещение прям с физическим телом? Теоретически это возможно. То есть технически, да, можно вместе с физическим телом туда махнуть. Но практически, даже если бы кто-то обратился ко мне с таким запросом, я бы, наверное, не рискнул все-таки проводить подобные вещи, потому что нырнуть это одно, вынырнуть это уже совсем другое. Поэтому, да, технически это возможно вместе с физикой туда махнуть, но лучше, конечно, махать туда своим энергетическим телом. У нас физика тогда как якорь. Оно, допустим, вот лежит там в кресле или там в кровати, оно лежит, вы своей энергетикой нырнули, сделали там свои дела, вынырнули, у вас всегда есть ниточка. Вы не можете заблудиться никак. Но если ты ныряешь туда полностью, ну, скорее всего, ты уже не вернешься. Давай нырнем в первые врата и расскажем, что там. Я просто на данный момент это, ну, не то чтобы мои любимые, но я их открываю регулярно, просто с учетом того, что у меня есть информация, что, открывая первые врата, можно избавиться от сущности, от всех вот этих неприятных там неоргаников, о которых мы тоже поговорим. И я прям практикую каждый день именно первые врата. Зря я это делаю, видимо, да? Да нет, почему? Это вполне достойное применение навыка. Я знал практикующих, которые сотрудников ДПС отгоняли на дороге первыми вратами, чтобы они их не тормозили. Это отличный тоже лайфхак. Знавал истории от других практикующих, которые проходили через КПП, контрольно-пропускную вот эту вот систему, без документов. Их тоже... Их не замечали, Ну, получается. их старались не трогать, да. Но это были мастера своего дела. Слушай, очень интересно. Я в таком ключе, контексте даже не думала использовать. Да, и это вот особенность энергии первых врат. Что такое вообще пространство первых врат? Если представить наше яйцо мироздания как печь, где есть топка, дымоход и зольный ящик, то вот пространство первых врат – это там, где лежит зола. Все, там вот ничего нету, кроме кристалла, углерода. Все уже выгорело, все уже упало, ничего там не подвижно. Туда падают частички сознания, которые не разобрались, не успели разобраться, как устроен мир. Когда-нибудь во время Махапралая все равно это все сожмется в единое целое. Но пока Махапралая не началась, конец всего, ну, ты просто как кристаллик валяешься в пространстве первых врат. Ну, то есть вот само пространство первых врат — это как что? Как ничто? Как какое-то небытие, куда весь мусор условно... Да, как пустота. Как пустота, в которой что-то есть, но это что-то, оно абсолютно неподвижно, оно абсолютно, ну, как в коме, оно не имеет возможности воспринимать, там процесс восприятия окончен. И, кстати говоря, если мы возьмем нередактированную Библию, это пространство там описано. И именно из этого пространства Иисус достал вот те вот кристаллики сознания. Да, там это описано другими словами. Это как ад, что ли, ты имеешь в виду? Да, но если мы возьмем, опять-таки, источники нередактированные, современные источники, они уже редактированы. То есть современная Библия – это совсем не то, что было изначально. И изначально там не было никаких чертей, там не было никакого там огненного вот этого вот всего. Это было место, которое описывалось как пространство тьмы, в которой человек недвижим, не воспринимает который. Вот. И именно оттуда вывел Иисус людей, которые там находились. И получается, то же самое происходит, например, когда вот есть много практик, например, по отмаливанию рода, правильно? Когда, ну, много вообще всякого, где идет работа именно с частичками в твоем роду или в целом и не в роду, но обычно люди со своим родом работают.
чтобы как-то вознести, вот даже есть отдельные, насколько я знаю, тоже в церкви отпевание, там, но это что-то уже другое, мне кажется. Ты знаешь, ну определенно, конечно, есть ритуалы, и, возможно, даже у кого-то сохранились рабочие ритуалы. Но вот, например, у меня была ситуация, когда женщина практиковала со мной, очень перспективно, так скажем, у нее все получалось, очень перспективный был человек. И в какой-то момент наших практик она снова ко мне подошла с вопросом, говорит, ну вот там реинкарнация. Я говорю, ну давай, у тебя, говорю, уже достаточный уровень видения, у тебя уже достаточный уровень подвижности. Я говорю, ну давай нырнем и посмотрим, где там твой брат. Вот у него брат погиб на войне. И она все никак не могла вот принять тот факт, что ну, не реинкарнация, ну хватит уже в это верить. Я говорю, просто посмотри сама. Я говорю, не надо мне верить. Вот ты натренировалась, я тебя научил, давай посмотрим. И мы с ней пошли в пространство первых врат, вот именно уже пошли. То есть не так, что открыли и сидим, а именно туда уже начали нырять. Ну, естественно, она знает вибрации своего брата, она смогла настроиться на его остатки, так скажем, остатки его сознания. И она его нашла в первых вратах. Я говорю, ну и где реинкарнация? Она говорит, а что я могу сделать? Я говорю, ну ты можешь его оттуда, фух. Вот, знаешь, если в зольник дунуть, например, да, то оно опять залетит в топке его подхватит ветер, и, возможно, оно вылетит в трубу и будет там где-то, ну не там хотя бы. Я говорю, ну ты можешь это сделать то же самое. Не сделала? Сделала. Но, опять же таки, неизвестно, да, он пошел куда? Нет, она отследила его вплоть до седьмых врат, он вылетел в пространство седьмых врат. Это пространство, где находится сознание нашего Творца Брамы. Или Брахман, там кто как произносит, но у нас Хэй. Но опять же таки, не да, читается. для простоты понимания, это в твоей традиции, многие же люди по факту называют как угодно этого Творца, все равно речь об одном и том же. Ну, мне без разницы, как его называют, потому что моя традиция, она вообще в принципе на санскрите. Если Ну, я вот начну я про разговаривать на это же, санскрите, да. меня вообще никто не поймет. Вот. Поэтому я не цепляюсь за термины, я рассказываю структуру мироздания. И эта структура мироздания, она отражается и в христианстве, там, и в иудаизме, и в буддизме. Она везде одинаковая абсолютно. Вот, например, если в Тибет поехать и постигать буддизм там не в соседнем дворе, да, в храме, где нету ядра традиции, а если поехать туда, где это ядро сохранилось, ты увидишь там все то же самое. Да, там будут другие слова, ну, может быть, немножечко другие картинки, но суть такая же. И вот когда из самого низа вот этого яйца Вселенной она пропустила это через себя, выпустила в самый верх, где находится сознание Брамы, она увидела, как вот эта частичка, кристаллик растворился, вошел в сознание Брамы, Бога, и растворился в нем. Куда там, чего, это уже все. То есть что потом, опять же таки, реинкарнация, не реинкарнация, непонятно. Да понятно, вот оно круговорот это происходит. Ну, то есть все-таки реинкарнация. Нет. А как тогда? Ну смотри, если взять какое-то абстрактное физическое тело, переработать его на удобрение, высыпать на поле, из этого вырастет картошка. Ты что, стал картошкой после этого? Ты реинкарнировалась в картошку? Да нет. Это просто круговорот физической материи в природе. В энергии то же самое. Как только ты теряешь свою личность, на этом все, твой путь окончен. А то, что от тебя что-то остается, ну да, что-то остается, но это уже не ты. Ну вот смотри, про тот самый поток, да? Я, кстати, хотела действительно помнить, чтобы поговорить про реинкарнации, эту тему тоже развеять. Вот эта история про дух, да? Или как ты ее называешь? Дух, душа, поток. Это же одно и то же, правильно мы с тобой обсуждали? Ну, есть нюансы. Есть нюансы, но я имею в виду, что все равно же там записана какая-то определенная информация, Да. опыт души. Ты говорил, что ты вспоминал какие-то свои истории, что сколько раз ты уже там пытался отсюда выйти, допустим, Да. все равно ты снова здесь. Да. То есть, ну вот, это же все тот же ты, который Да. уже 10-й или какой-то Да. там 110-й раз все равно здесь. Это что, не реинкарнация? Это практика. Это то, что я делаю с собой сам. Это то, что нужно делать специально. Ты имеешь в виду что, возвращаться снова Да. сюда? Да. Входить в поток и снова выбирать какое-то материальное воплощение. Понимаешь, с чем я не согласен в корне? С тем, что люди воспринимают реинкарнацию как данность. То есть, грубо говоря, мы все дышим. Это данность. Не надо ничего делать для того, чтобы дышать. Если ты не будешь дышать, ты просто мертвый. То есть все люди дышат. Это данность. Для этого ничего не нужно делать. Просто достаточно быть для этого человеком. А для реинкарнации недостаточно быть просто человеком. Но при этом она возможна, правильно? Да, же? но это Вот. является результат труда. Это результат достижения. Да, но вот здесь у меня всегда был вопрос, что я понимаю, что ты добиваешься это за счет своих практик,
Но допускаешь ли ты такое, что кто-то, практикуя что-то другое, или, Конечно. допустим, вообще не практикуя, но просто имея уже такой какой-то навык наработанности, зайдя в эту реинкарнацию, чтобы сделать что-то другое в этой жизни, поэтому он не практикует, все равно сможет выйти обратно в поток, вернуться и, соответственно, отправиться на еще одно воплощение, если это нужно. Человек может всю жизнь быть нищим, а потом выиграть в лотерею джекпот. Может? Может. Если все будут ждать, пока я выиграю в лотерею, что произойдет? Все равно выиграет один. Здесь я согласна. Я понимаю, что ты мотивируешь людей работать над собой, чтобы не попасть, грубо говоря, туда кусочком Ты сознания. 100% практически попадаешь вот в спазмированное состояние и падаешь в первые врата. Практически это 100%. Уповать на то, что ничего не делая в этой жизни, ты реинкарнируешься, это не соответствует действительности. Это просто статистически не так. Вот ты сидишь, наблюдаешь за движением энергии. Вот иногда, когда... Ну, сейчас уже не получается так делать, но вот раньше получалось, когда еще не был нагружен настолько, насколько я сейчас нагружен. Там съемка, вебинар, практики, трансляции, ответы на вопросы, опять съемка, опять вебинар. То есть мне даже не удается нормально помедитировать, посидеть. Но раньше, когда, допустим, я находился где-то на природе или же вот где-то на отдалении от города, вот, ой, очень хорошо это видно. Вот залезаешь куда-нибудь на холмик, рассеянный взгляд, сидишь, такие только щелочки оставляешь. И ты прям смотришь, как частичка вот одна уехала вверх, а остальные просто прямым потоком идут вниз. Ну так смотри, это вот ты, ну, условно, за 1 минуту увидел, например, да, как одна Да поднялась, там 1000 осталось. И вот если каждая такая одна за, там, не знаю, час, 2, день, то есть все равно это большое количество, ну, душ, назовем так, кто все-таки идет на реинкарнацию. То есть Я да, тебе оно говорю. небольшое. Я тебе говорю, что да, в лотерее можно выиграть джекпот. Это же то же самое, как условно, ну да, сейчас больше людей увлекаются эзотерикой, кто-то начинает практиковать, но все равно их крупицы, а еще меньше среди них тех, кто действительно что-то умеет. Это же, ну, такая же, правильно, логика в том, что ты говоришь. Я говорю о том, что есть люди, которые ходят в спортзал, а есть люди, которые ездят на чемпионаты. И вот люди, которые ходят в спортзал, очень редко, когда могут показывать какие-то результаты. Те, которые едут на чемпионат, ну, они хоть что-то могут показать. Реинкарнация – это чемпионат. И просто увлекаться эзотерикой, почитывать какие-то книжечки, даже соглашаться со мной – это вообще ничто. Это никак не влияет. Понимаешь, там механизм, он работает совершенно другой. Он очень суровый, он очень конкретный, он очень четкий. Там нету никакого давления на жалость. Войди в мое положение, смерть, пожалуйста, у меня же так все. Да это вообще этого нет. У нас есть физическая оболочка. У нас есть энергетическая оболочка. То есть материя, энергетика. У нас есть еще электромагнитные волны, то есть полевая структура. У нас есть душа. И вот все это человек. И вот когда частичка сознания, которая полностью ассоциируется вот с этим всем. Она жила, у нее были какие-то проблемы, были какие-то события, которые вот эта частичка сознания назначала статус этим проблемам какой-то там запредельный и начинала эмоционировать, переживать об этом. А потом вдруг, вот ты проблема, там ситуация, чук, опа, и тело падает твое. И ты продолжаешь это видеть, и ты сразу осознаешь, что это тело мертво. Так, ничего себе. А потом ты начинаешь замечать, как то, в чем ты находишься сейчас, непонятно вообще в чем, оно начинает таять на глазах. Как льдинка, вот, которую положили на стол в комнатной температуре, просто растекается по пространству, испаряется, исчезает. Просто вот ты видишь, как ты начинаешь исчезать. И вот если человек имеет более-менее здоровую энергетику, более-менее она качественная, он будет растворяться где-то в течение 40 дней. А потом растворится полностью. То есть сначала вот эта частичка сознания видит, как вот это превращается просто в помои фактически. Разлагается, его начинают есть черви. Вот это уже жуть у тебя просто. Она просто наблюдает все это? Конечно, а что она может сделать? Она же насквозь проходит теперь все. То есть ты это наблюдаешь, как тебя расчленяют, потом кладут в холодильник. А где это, что это за пространство, где это находится? Вот наше пространство. Прямо здесь находится. И сколько это сознание здесь тусуется? В зависимости от того, насколько подвижна была его энергетика, насколько много в момент жизни, насколько объемны были вот эти энергетические центры. Запястья, локтевые суставы, плечевые суставы, тазобедренные, колени, щиколотки. Вот в каждом суставе есть энергетический сгусток, центр, там, не знаю, чакра, как хотите называть. И вот в зависимости от того, насколько они были наполнены,
если вообще можно так сказать. Насколько там была высокая подвижность энергии. Вот столько времени после смерти физики вот эта частичка сознания просуществует еще в своем втором теле. В теле сновидения, в астральном теле, в дубле, опять без разницы, какие слова. Ну вот у нас есть еще одно тело энергетическое. Чем больше энергетика, получается, чем более подвижная там была энергетика, тем дольше просуществует. Да. А в чем прикол дольше там тусоваться и смотреть на это все? Да это не прикол, это просто так устроен мир. Угу. И сколько максимально, например, или сколько минимально? Ну смотри, считается, что здоровый человек плюс-минус где-то 40 дней пробывает. А потом все, исчезает это тело. И что остается? Остается только частичка сознания, которая либо попадает падает в пространство Бордо. Угу. Вот здесь уже начинается еще более интересный момент, который опять-таки описан и в буддизме он есть там, и в христианстве, только в буддизме это, не помню как называется, в христианстве это чистилище. То есть это то пространство, где у тебя уже нет физики, где у тебя уже нет энергетики, где ты чистое восприятие. Вот чистая та самая изначальная субстанция, которая находится на острие по другую сторону первопричинности всего. И вот в этот-то момент как раз-таки все определяется, что будет дальше. Ну вот представь ситуацию, да? Ты всю жизнь жила исключительно материальными ценностями. Всю жизнь защищала тело. Всю жизнь для тебя было намного страшнее физическое воздействие, чем на кого-то обидеться. Для тебя было на кого-то обидеться, ну, все обижаются. А вот ударить это очень плохо. Хотя это не так на самом деле. Ну, для тебя это было так. То есть ты всю жизнь прожила материалистом. И дальше материи не видела. Материя умерла, все, ее нет. То, в чем ты находишься, вообще тебе непонятно. Ну, из этого непонятно ты видишь, как твою материю сначала распотрошили, а вскрытие делают всем практически. Потом заморозили, а потом, скорее всего, сожгли. Ты представляешь ужас вообще от того, что ты наблюдаешь? И ты ничего не можешь сделать, ты даже вздохнуть не можешь. Смотри, у меня сразу вопрос. По идее, это частичка сознания, которая же, допустим, она уже прожила неоднократно такое. С чего? Ты считаешь, что они вот только родились, и вот это моя первая жизнь сейчас здесь? Смотри. Есть компьютер, он был твоим, но ты его решила продать. Вот перед тем, как продать, что ты с ним сделаешь? Ты про форматирование? Совершенно верно. Ты удалишь всю информацию. И останется только каркас, корпус, железка. И вот эту железку ты кому-то продаешь. Другой человек ее покупает и записывает ту информацию, которую он сам хочет. Твой компьютер реинкарнировался, это все еще твой компьютер. Ну как вот мы можем? Не, ну как же есть, говорят, память души там и так далее. Ну хорошо. Ну откуда ты помнишь, подожди, ты говоришь, я уже тут там столько раз, и вот помню, что я тут никак себе не могу выйти. Ты же это помнишь? Да. Не отформатировалась? Ну да, отформатировалась часть. Ты, может быть, там не помнишь какие-то детали из этих своих жизней, но по факту ты же помнишь, что они были. Ты помнишь даже, как ты там в этом пространстве Бордо оказывался и так далее. Я помню, что я для этого делал. Я это делал из жизни в жизнь. Я тратил большую часть своего времени на то, чтобы хотя бы иметь возможность вернуться в поток. Да, я вхожу вот в эти 5%, если мы говорим, что 95 летят в утиль, 5% остаются. Вот, так смотри, вот я остаюсь здесь. 5%. 5% из 8 миллиардов – это немало людей. Ну, если ты в этих 5%, это за глаза. А если ты не в 5, тебе вообще без разницы, мало это или не мало. Согласна, но я имею в виду, что 5% людей реинкарнируют. Я вот это хочу добиться от тебя, железобетонно, я тебя не отпущу. 5% людей реинкарнируют. То есть вполне возможно, что из тех, кто нас смотрит, там, допустим, уже 20 их будет, потому что это уже люди, допустим, практикующие. Но я тебе даже больше могу сказать. В большинстве случаев те, кто приходит ко мне практиковать, они все реинкарнированные. Вот! Ну, наконец-то мы к этому пришли. Но если я иду к тем, кто ко мне не приходит, в метро еду, 100%. Я смотрю на людей, и нет, вообще без шансов. Да, но наконец-то мы пришли к тому, что я от тебя добивалась, потому что я же говорю, что люди, когда смотрят и видят, что ты отрицаешь реинкарнации полностью, что там, вообще, не знаю, один ты реинкарнируешь, а все остальные такие лошары, то они такие, нет, все, он не прав. Да я даже про себя это не говорил, что я реинкарнирую. Просто уж если ковырять эту тему, да, такой процесс имеет место быть, но это является процессом достижения, а не по факту нашего рождения. По факту нашего рождения ты идешь в утиль в момент смерти. А вот достигнуть этого, да, можно. Уповать, что это произойдет случайно, да, существуют ситуации, когда это по-настоящему может произойти без практик. Хорошо, ты можешь с детства надеяться, что ты выиграешь в лотерею и всю жизнь просидеть на диване. Может быть, выиграешь.
А может быть, не выиграешь. Готов ли ты так вот рискнуть? Готов ли ты рискнуть не просто там богатой жизнью или не богатой, а с вообще жизнью в принципе? Вот я не готов рисковать своей жизнью. Я не готов сыграть вот эту лотерею, там, получится у меня или не получится. Я даже больше могу сказать, я знаю точно, как там это все происходит. Но я это узнал не потому, что я родился. Я это узнал, потому что я практиковал. 2/3 своей жизни я потратил на практике. И когда я туда вошел осознанно, с еще присутствующим физическим телом, который как якорь здесь сидит, который в любом случае меня сдернет назад, если там что-то пойдет не так. Вот когда я туда вошел, посмотрел такой: Семен Семенович, все, хорошо, хотя бы до этого уровня я уже здесь добрался, но мне от этого не легче, потому что я тут же осознал, что я добирался уже до этого уровня. И если в очередной раз я осознаюсь в физическом теле, это означает только одно: я снова обосрался. Ну, это, грубо говоря, как вот кто-то писал там в комментариях, что задача же выйти из колеса сансары. Это вот про это, правильно? Колесо Ну, грубо сансары – говоря. это как раз-таки, да, тоже описание механизма, когда ты прекращаешь постоянно здесь появляться. Но ты можешь прекратить здесь постоянно появляться, обретя свободу, и ты можешь прекратить здесь постоянно появляться, просто скукожившись И в упасть, нулину. да. И вот если ты прекращаешь здесь появляться, скукожившись в ноль, ну это не достижение. Согласна. Это черти что вообще. И вот это в основном и происходит с людьми. И не просто так это... Почему я так себя позиционирую? Я знаю, что есть 4 эпохи, 4 юги. Сатья-юга, Двапара-юга, Трета-юга, Кали-юга. В других эпохах другие правила. Когда человек читает Веды, ну, ему не мешало бы задаться вопросом: а про какую эпоху ты сейчас читаешь, дорогой мой друг? Вот, например, был раньше такой человек по имени, господи, Трихлебов, по-моему, который открыл Веды, сказал: о, семейную жизнь надо так выстраивать. Потом вдруг выяснилось, что так надо выстраивать семейную жизнь в другую эпоху, не в эпоху Кали. В эпоху Кали ты никак, ты в лепешку разобьешься, но не выстроишь. Так жизнь, как описано в ведических текстах. Надо читать про нашу эпоху. Про нашу эпоху в тантрических текстах написано. И я сейчас не про Камасутру, я не про секс, я про книги, я про знания. И вот когда человек в этом разобрался, он смотрит на Библию такой: так тут же то же самое. Он смотрит там на Тору такой: так абсолютно такое же. Смотрит, допустим, буддизм, и здесь то же самое. Но когда ты разобрался. Когда ты не разобрался, ты такой: о, ну, в следующей жизни доделаю. А нет, не доделаешь, не будет у тебя никакой следующей жизни. Ты улетишь просто в утиль и будешь валяться там до скончания времен. Все правильно говорят? Навеки вечном. До Махапралая фактически. Никакой причинности тебе оттуда достаться. Да, может произойти чудо, и ты снова выиграешь в лотерею. Ну или первый раз выиграешь в лотерею. Какой-то практикующий человек, который вот приспичило ему попрактиковать первые врата и 7 одновременно, он становится вот этим вот вытяжкой, да? Он становится вытяжкой, которая будоражит пространство первых врат только потому, что он туда свое внимание направил, посмотреть, что там такое происходит. Он взбудоражил, поднял эту волну, и по этой волне оно поднялось, и тебя засосало вот этой частичкой и выкинуло вверх. Да, ты крутанешься еще разок. А может, никто этого не сделает там, где ты лежишь. Ну вот условно, например, я делала это целенаправленно и доставала оттуда, там, ну, туда я конкретно свою родню всю запускала. Ну, всю, не всю. Но вот и была у меня история одна. К первым вратам хочу как раз-таки пойти. Давай. Про то, что я открыла эти первые врата. И, как ты говорил, начала... Я даже что-то прям проговорила, что поднимать свои частички сознания, именно те, которые вот мои части меня, туда упавшие. Я это, честно, делала вообще без задней мысли, без какой-то, ну, попробую, как все остальное. И оттуда вылетела какая-то штука. Я делала это ночью перед сном, и я с закрытыми глазами, но я абсолютно четко вижу черный такой силуэт. То есть у него как будто бы есть голова, и вот досюда я это видела. И я же там проговорила, что возвращаю их в сердце и так далее. И вот эта штука ровно вот у меня как-то по пояс, в плечи, в лицо, и вот она в меня впендюрилась, вот этот черный силуэт. Я очень испугалась. Ну, я потом поняла, что это такое, но вот хочу сейчас с тобой об этом поговорить. Ты про дубли? Ну вот расскажи мне, что это было, что это вообще потенциально могло быть, не опасно ли это, почему это не сущность, например, вот давай вот это все разберем. Наше физическое тело не имеет одной функциональной возможности, которая есть у нашего сознания. И эта функциональная возможность называется разделение. Человек на уровне энергетики, на уровне своей осознанности, имеет возможность фокус своего сознания делить на какое-то количество частей. И вот когда... Еще будучи ребенком, вот эта частичка сознания уже начинает понимать, куда она попала, во что она впрыгнула. У нее возникает некий такой запрос. Что с этим делать теперь?
как с этим справляться, где брать знания, где брать навыки, где брать систему обучения. Вообще, как выжить-то здесь, в принципе, потому что становится очевидно, что 100 лет пролетят вот так, Хорошо, если 100. ну, в лучшем случае, да. И этот процесс неотвратим. Никто тебе не скажет, по-честному, да, что да не, забей, ты что, мы живем тут столько, сколько хотим. Нет, все скажут, ну, да, так оно. И вся реальность тебе об этом говорит, вот так оно. Ты погибнешь, ты Так. будешь трупом. Это частичка сознания, то есть ребенок. Во сколько лет это происходит? Ну, где-то в районе там, 4-5 лет. То есть 4-5 лет ребенок понимает, где он находится, что с ним происходит, и начинает искать, что выход получается, Он или начинает, как сохранить себя. понимаешь, это очень интересный момент. До этого времени, если ребенок все-таки является реинкарнированным, то у него еще сохраняется какая-то остаточная память Память души. о предыдущих своих поступках и действиях. Они есть. И он может, зная это, иметь возможность это помнить, быть спокойным. Но в какой-то момент образования кокона вокруг него, он отсекается от этих знаний, он грубеет. И вот когда просыпаешься утром такой, боже, я же смертен. Подожди, я что-то такое помнил. Смотришь по сторонам, нет, наверное, что-то я помнил ерунду какую-то, потому что все смертны. И вот в момент, когда забывается, когда вот этот кокон начинает захлопываться, когда отрезается какая-либо возможность вспомнить, ты теряешь подвижность, вот из последних сил, из последней какой-то своей подвижности ты расщепляешь свое сознание на 7 частей, одна частичка остается здесь, а другие устремляются туда, куда доступно. Почему 7? А у нас- Намеренно ли он это делает? У меня много сразу вопросов. Почему 7? Потому что человеку доступно 7 пространств. Ну как раз по вратам. Да. То есть пространство, где абсолютно ничто, пространство неорганического мира, пространство физического мира, ну, наши параллельные миры, пространство огненных существ, бесы, демоны, ангелы, архангелы, без разницы, как это, суры, асуры, без разницы, как это называть. Пространство информационных полей и пространство нашего Творца, богов. И он обязательно во все 7 Конечно. мест отправляет. То есть не может быть такого, что я на 5, отправлю. Ну, слушай, всегда 3 все у себя, может 2 быть. себя оставлю. Всегда все может быть. Но мы говорим про то, что в большинстве случаев. То есть, да, я могу взять какой-то уникальный случай, рассказать о нем, и он ни к кому не подойдет. Зачем? Я лучше расскажу про максимально массовую вариацию развития событий. Это подойдет большей части аудитории, они хотя бы будут знать, что происходит. Хорошо. Итак, ребенок, допустим, в 4 года отправил 7 своих, одну оставил себе, 6, получается, отправил. Или одна у него и 7 отправил. Ну, это даже не отправил, он просто раз, вот как осьминог, знаешь, вот всеми щупальцами, и расползся хотя бы до того, до чего может дотянуться. Расползся как раз по вот этим пространствам, которые мы сейчас будем разбирать, по вратам. Да. Одну частичку в первую, одну во вторые, Да. в третью и так далее. А для чего? Искать там выход или что там делать? Это даже не частичка, это такое, знаешь, как вот камера на проводе, так, вук, уехал. А искать знания, искать ответы на свои вопросы, пытаться уцепиться за то, что ты уже утрачиваешь как память, утрачиваешь как доступное тебе, и ты начинаешь искать или вернуть себе эту память, или достать информацию, как все-таки справляться дальше, как выживать здесь. Потому что для тебя в этом возрасте процесс умирания, он очевиден становится. То есть ты кристаллизовываешься, ты зажимаешься, ты прям изо дня в день все грубее и грубее становишься, все более зависим от слов. Тебя начинает душить мысли, твое физическое тело становится ограничивающим фактором. Ты начинаешь уже не контролировать свои сны. То есть все, ты начинаешь превращаться в обычного среднестатистического человека. И вот этот последний крик души, не души, а твоего сознания, он... То есть вот это, оно делается как? Неосознанно, грубо говоря? Осознанно. То есть у ребенка 4 лет есть знания, как 4-5. одновременно, неважно. Нет знаний, для него это само собой разумеющееся. Это как естественный процесс происходит. Ну, это смотри, это как происходит. Но вот если ты попытаешься котенка подтолкнуть к краю стола, что он сделает? Он упрется. Почему он упрется? Потому что он умеет это делать, Так но его вот я никто говорю, не это не учил. совсем осознанно, получается, происходит. Нет. Ребенок не сидит такой, пойду-ка отправлю 7 частей по всем вратам. То есть, я про это. Нет, это чисто рефлекс на уровне энергии. То же самое, как если в тебя сейчас что-то резко кинуть, ты не успеешь подумать, но начнешь уворачиваться. Да, и получается, что у него есть эти внутренние знания, Да. что по вратам можно найти знания, которые помогут ему, опять же таки, реинкарнировать, правильно? Или куда-то отправиться в другое место?
Для Что он того, ищет чтобы там? не утратить вот свою осознанность окончательно, Мгм. чтобы не умереть. За осознанностью. Так, и получается, что вот эта штука, которая в меня влетела, черная, не самая приятная, хочу сказать, это мой дубль, то есть это я же, мое же сознание, Да, отправленное когда-то мной в детстве в первые врата, правильно? да. И тут механизм-то очень простой. Когда мы это совершаем, кокон еще пока недостаточно крепкий, недостаточно зажимает тебя. Но со временем, когда эти частички, находясь в этих пространствах врат, собирают информацию, изучают те миры, изучают строение реальности, набирают знаний, мы здесь сидим и деградируем. Мы все становимся жестче и жестче, все менее и менее подвижно, все менее и менее восприимчиво. Мы утрачиваем экстрасенсорику, мы утрачиваем искусство сновидения, мы становимся абсолютно материалистичны. И даже если каким-то чудом врата проявляются, и эти частички сознания, они находятся в поле в нашем, а ты их не видишь. То есть ты настолько уже зашорен, настолько ты погружен в материю, что ты просто их игнорируешь. В каких-то ключевых жизненных моментах, когда человек хоть как-то открыт, они могут войти через сон, они могут войти на границы сна и бодрствования и хоть как-то о себе показать. В большинстве случаев человеческая психика их идентифицирует или как галлюцинации, или как что-то страшное, и надо срочно от этого еще сильнее отгородиться, что-то непонятное. Или вообще никак не идентифицирует, и просто человек к утру уже все забывает. Максимум, что он скажет: ой, что-то кто-то с кем-то я разговариваю, приснится же. Так, а вот это, то есть, получается, эти частицы возвращаются обратно, правильно я Мгм. понимаю? Но если человек их не впускает в себя целенаправленно, то они не возвращаются все-таки в него? Но они А как, придут, рядом покрутятся в стоят? поле, опять нырнут Мгм. во врата, там понаходятся опять. Они же связаны с нами, все равно они же не Они оборваны. не могут вернуться без воли человека, что ли, или как это? Они не могут с нами соединиться, потому что плотности разные становятся. Мгм. Но это все равно, что, знаешь, вот попробуй, например, соединить кусочек льда с кусочком жидкости. Ну, как ты соединишь? Ну вот смотри, а через практику, когда я это делала, я, получается, вернула его в себя, несмотря на то, что мы разной плотности? Нет, там не так все просто. Когда человек начинает практиковать, он возвращает себе подвижность. Он получает способность их воспринимать. Но воспринимать – это один процесс, взаимодействовать – другой процесс, слиться в одно целое – третий процесс. И вот когда именно происходит слияние, то ты мгновенно обретаешь все его знания. Все знания вот этой частички. Сразу раз – ого. Как будто ты, я не знаю, 100 жизней прожила вот одномоментно. Интересно. Вот. При этом, да, они могут в тебя входить, они могут проходить насквозь, они могут тебе что-то рассказывать, они могут утаскивать тебя в какие-то пространства. Но для этого нужна твоя подвижность. У них-то все хорошо. А вот с той частичкой, которая осталась внутри тела, вот это самая большая проблема. Всей вот этой вот семи единства. Почему? Что значит большая проблема? Она очень уставшая, так скажем. А, кристаллизованная, которая Да, здесь. Это да. я поняла. А вот смотри, то, что вот эта штука в меня вошла, ну, у меня не было такого, что вот, как ты говоришь, я раз и такая знаю все на свете. Да, поэтому я говорю о том, что ты провзаимодействовала с ней, ты ее осознала, ты испугалась и опять ее отторгнула. Я же помню твою историю. Мгм. Вот сразу ее Несмотря на то, что мне откинуло. как бы показалось, что она прям со мной соединилась. То есть я ее обратно выпулила, да, получается? Ну, смотри, ты соединяешься в метро в час пик с огромным количеством людей. Ну, И вроде не чего? так прям уже. Ну, давай не про метро, но я понимаю, о чем. Ну, хорошо, со своим любимым мужчиной ты тоже соединяешься намного глубже, чем в метро. Но это же не делает вас единым целым. Но я не задаю намерение пропустить через сердце вот его структуру там и так далее, так как я делала с этой черной штукой. А почему? Что почему? Ты так не делаешь? А надо? Не знаю. Ну, я имею в виду, что то, как я именно в практику эту заходила, открывая врата, поднять там эти частицы моего сознания и так далее, и пропустить через сердце. То есть, ну, я, по крайней мере, такое не проговариваю, когда я взаимодействую с живыми людьми. Пропустить через сердце – это вот тот поток, который идет, он и так через него проходит. Поэтому эта словесная концепция, она не несет в себе никакой технической нагрузки. Ну, оно же все равно через тебя вот так идет. Все равно через эту область оно все проходит. Здесь именно не пропустить через сердце, а должно быть абсолютно бескомпромиссное приятие. Ну, я испугалась, да, это уже не про А приятие. испуг – это не про приятие. И то есть, слушай, смотри, получается, эта частичка обратно у меня там в первых вратах.
Ну, она может в поле болтаться, она может опять первые врата у тебя, она может у ног, например, крутиться. То есть в целом я могу опять их открыть, опять ее позвать, уже не боявшись ее, допустим, снова с ней провзаимодействовать и попробовать прям слиться с ней, соединиться. Да, но здесь нужна опять-таки осознанность. Если ты недостаточно подвижна, ты с ней никак не соединишься, она будет сквозь тебя проходить. Это все равно, что, ну ладно, там вода, жидкость, все понятно. Вот есть радиоволны. Вот как радиоволну соединить, я не знаю, с физическим телом? Да никак, она насквозь проходит, и все, ничего ты с этим не сделаешь. И тебе нужно стать радиоволной, но ты не радиоволна, ты физическое тело. И вот этот момент, он решается через практики, повышает уровень подвижности тебя вот как той частички, которая внутри тела. И вот когда ваши уровни хоть как-то вот сбалансируются по подвижности, вы сами соединитесь, не надо ничего специально делать. Но устремляться к этому нужно, потому что если к этому не устремляться, то ну, ничего и происходить-то не будет. Вот, и вот зачем, как раз хочу спросить, зачем мы открываем в целом эти врата? Ну, начнем с первых, да, зачем мы соединяемся с этими частичками сознания? Какая цель? Для знаний, для того, чтобы обрести то, зачем они туда ушли, или какие-то еще есть Слушай, цели? да разные же причинности есть. Ты можешь открыть врата, чтобы, не знаю, гаишника на дороге отпугнуть. Ты можешь открыть врата, чтобы не Мы сейчас про органику первые какую-то. говорим, да, Да, про например? первые, конечно. Чтобы не органику какую-то выдавить из себя. Он тоже фактически отпугнуть. Вот тоже, у меня тут был момент, да, про сущности, тоже хочу задать вопрос. Я подцепила там недавно одну штуку, мои любимые истории, и я открывала эти первые врата, и вот прям идеально мы с Ильей вместе еще это делали, прям как-то вместе действительно усилилось это все. Да, само собой. И мне получилось довести вот до сюда только, прям очень хорошо. Здесь все сгорело, прям я видела, как эта штука ушла, эта структура. А вот здесь она как будто в меня вцепилась вот так вот, и все. И мне не получалось поднять энергию с первых врат выше, вот никак. Возможно, если бы я дольше с этим работала, она бы вышла, но в целом, о чем это говорит? Просто мой условно уровень напрактикованности, что я Да, только до сюда могу да. поднять. Тут даже не то, что уровень напрактикованности. Просто если эта штука начинает тебя отвлекать, отвлекаясь, ты начинаешь плохо делать практику. Вот и все. Если бы ты не отвлекалась и просто додавила бы до конца, то есть была бы невозмутима. Не обращала бы на нее внимания. Да, совершенно верно. Она просто тебя отвлекла. Ты знаешь, это даже вот ты на гитаре умеешь играть, допустим, да, вот играешь какое-нибудь произведение, тебе по плечу кто-нибудь «Здорово!» и такой «Привет!» и забыл, как играть на гитаре. Ну, то есть это такие моменты, которые даже в жизни встречаются. Ну, то есть вот это просто одна из моих любимых тем сейчас. Меня постоянно спрашивают, как избавиться от сущностей, как не сделать так, чтобы они не подцеплялись и так далее. И вот, то есть практика с первыми вратами может помогать от этого, правильно? Да, может. Хорошо, что еще там? А вообще лучше жить жизнь таким образом, чтобы у тебя не было таких проблем. Это 100%. Но вот все-таки они появляются. Ну, что сделать? Но открыть врата — это очень быстро. Как мне кажется, это довольно легко. Но ты ее вспугнешь. Понимаешь, ты в этот момент не убиваешь сущность. Ты в этот момент не ставишь какую-то там защиту, ты не ставишь какие-то там абсолютно непроницаемые условия. Ты просто ее вспугнул. Она же улетела. Но она же улетела. Да, но потом ты входишь в свое обычное состояние и, пожалуйста, добро пожаловать обратно. То, что может она вернуться из серии, да? Конечно, ведь можно, например, эту сущность схватить и выкинуть ее, например, в какие-нибудь врата. Но это ты уже действуешь как через энергию воли, через энергию своего внимания. И тогда уже, если ты эту сущность, например, вторых врат, а ты ее достала, она тебе, ты просто хватаешь, выстрелил в седьмые, там Господь разберется. А у нее уже не будет шансов к тебе прийти вообще никак. Она вот как через клапан односторонний прошла, и все, назад ей не вернуться. Про причины подцепления сущности это понятно. Я думаю, это тема отдельного видео, или уже все про это знают, я надеюсь. Я в целом про то, что для чего еще мы открываем первые врата. Что они дают вообще? Ну, это все тот же источник безграничного сознания. Очень своеобразного, но сознания. Также еще практики по очищению физического тела от сковывающих структур. Потому что когда через тебя летит множество вот этих черных кристалликов, они как пескоструйный аппарат просто счищают себя весь налет. Они прям чувствуются, как такие колючки какие-то. Да, как будто шкуркой там мочалишь себя, я не знаю. Там. Ну, вот и тоже вариант. А под сковывающими структурами мы понимаем, что наши блоки, все, что у нас в энергетике, там же в психике, там же в здоровье, как мы с тобой уже Причинность их обсуждали. появления громадна. Сам факт печален. Вот он появился, все, какая тебе разница, почему? Вот знаешь, у тебя загорелся дом, какая тебе разница, зачем, почему он загорелся, тушить его надо? Тут то же самое, огромное количество причинностей. Но прогоняя через себя вот эти сущности, эти сковывающие структуры, они отбиваются. Они не меняют тебя как личность. Если ты опять спазмируешься, она опять появится.
но хотя бы на контрасте, вот чисто зажато, опять чисто зажато, ты хотя бы увидишь, как ты это делаешь. Увидеть вообще вот это эталонное состояние. Да. То есть ты получаешь осознанность и возможность понимать, что происходит. Потому что когда человек вот не делает этих практик, допустим, он просто развивает там какую-нибудь вот экстрасенсорику и просто смотрит во внешний мир, ты все равно не увидишь, как внутри тебя это все происходит. А здесь ты это видишь. И ты можешь скорректировать свою жизнь таким образом, чтобы вообще в принципе не спазмироваться. Ну вот смотри, интересный такой момент. Ты говоришь, с одной стороны, энергия с первых врат очищает нас от сковывающих структур, от спазмирующих, да? А с другой стороны, она почему-то делает нас невидимыми для людей. Да, потому что само пространство первых врат и те вибрации, которые оттуда идут, это вибрации абсолютно максимально проявленной смерти. Потому что там ничто, там пустота, там отсутствие движения. И это пугает. То есть, когда это, знаешь, это как оказаться абсолютно одним на самых задворках космоса. Вот так щелк, и ты там. Ну, неприятно. Ну, не хочешь ты там находиться. Ты постараешься оттуда хоть как-то вырваться. Там, не знаю, ты начнешь верить, что это сон, и будешь пытаться себя щипать там столько до головы, чтобы хоть как-то от этого отстраниться. Поэтому любое осознающее существо, любое, при контакте с этими вратами не хочет с ними контактировать. Но практики – это особый вид извращения, поэтому я знаю множество практик, которые с удовольствием с ними контактируют. Но ты хотя бы это делаешь осознанно, ты понимаешь, что ты делаешь. А неподготовленный человек, ты чего? Нет, он будет бежать от этого как от чумы. Ну, собственно, поэтому, например, если нужно где-то пройти, куда не пускают, я так поняла, да, что открываешь первые врата и спокойно идешь. Да, и с тобой просто не захотят иметь дел. Как будто ты прокаженный, вот, как будто ты вот сейчас сделаем вид, что мы тебя не видим. Но при этом никакую, опять же таки, там сущность, которых все так боятся, оттуда нельзя цепануть, ничего неприятного с тобой не произойдет. Вот да, я про это и хочу поговорить. Там ничего абсолютно нет. Мертвечина, кого там цеплять собой. Там есть только вот само сознание, даже нельзя назвать это энергетикой, или можно? Нет, сложновато назвать. Это ветер сознания. Очень своеобразного, Он довольно очень такой особенного. горячий, я бы сказала, этот ветер. Пока так. Но потом у тебя будут меняться его ощущения. Хорошо, поняла. Пока так. Так, ясно. Пошли ко вторым вратам. Неорганический мир. Поподробнее, пожалуйста. Есть реальность, где у частичек сознания есть физические тела, есть потоковые состояния. Это мы. Это мы. А есть, где частички сознания просто обрастают энергетической структурой, энергетическим телом, и все. И на этом их формирование заканчивается. Вот такова их природа. Это наш астрал или не только? Да нет, это целый пласт мироздания. Астрал это, для меня астрал это не сколько пространства, это сколько состояния. Лично для меня. То есть Но там же тоже живут определенные структуры. Давай мы с тобой аналогию проведем. Вот у тебя есть физическое тело. Внутри него живет огромное количество живых микроорганизмов. Все, поняла. Это что? Это другой какой-то мир? Да нет, это все то же самое. Астрал – это мое астральное тело, и там такой же мир. Это вот вокруг нас все. Вот. Но то, о чем я говорю, вторые врата, это мироздание, часть его. Это целый пласт, где существует такая форма жизни. То есть это вне нашей, как не то, что вне, это за гранями нашей планеты, это не только про планету, это вот про то самое яйцо Вселенной. Это за гранью измерения, в котором мы находимся. То есть, сейчас я очень не хочу это применять. Допустим, мы в 3D, а они в 2D. Я поняла. Это хоть как-то. Но вот это, условно, плотность, да, мерность, там кто-то говорит. Но она присутствует везде, как на Земле, так и где-то в других пространствах. Это вот пронизывает так же, как ты говоришь, все мироздание. Нет, почему? Если мы говорим с тобой про подвал, он не пронизывает первый этаж. Он под первым этажом. Вот давай так, вот есть подвал, там первые врата, допустим. Вот есть первый этаж, где магазины. Там нету жилых помещений, ни одного, там только коммерческие помещения. Есть, допустим, второй этаж, и там начинаются жилые помещения. Вот неорганические миры – это мир первого этажа, где нет жилых помещений. Но там есть жизнь. Там это вот пространство наполнено. Грубо говоря, это мир духов, правильно я понимаю? Да, можно сказать технически, что это мир духов. И они могут проникать в наш мир, но этот мир не их. Но они могут сюда проникать. Они могут утаскивать нас туда. Вот смотри, все те, кто, допустим, разговаривает с какими-то сущностями или работает, там, занимается какой-то магией, они взаимодействуют вот с этими духами, со вторыми? Некоторые да, некоторые нет. Тут все надо смотреть на человека, чем он занимается. Например, вот есть люди, которым нужно, там, не знаю, целый ритуал провести, чтобы кого-то оттуда достать. Мне достаточно просто сосредоточиться и кинуть туда призыв, я целую вереницу оттуда вытащу.
Почему? Потому что я практикую совершенно другие практики. Вот. И для меня это вот вообще ничего не стоит. Но я этого не делаю, потому что мне это неинтересно даже. Но есть, например, разные практики с разными запросами, которые говорят: слушай, а расскажи, как это делается. Я говорю: вот это делается так, так, так. Да, я тебя даже могу немножко потренировать в этом. Но мне это не надо. Потому что зачем мне лезть вниз, если мне нужно вообще вылезти отсюда в принципе. Ну вот опять же таки, вот эта сущность, вот, например, да, которые там все к кому-то цепляются, да, ко мне цепляются, это оттуда, вот из этих вторых врат? Да, да, допустим, вот всякие, если мы в интернет-пространство возьмем, там всякие вот эти вот суккубы, там вот эти Да-да-да, вот, суккубы, да, инкубы, да. вот эти все, кто там Все, на контрактах, там там да, демоны, вот это все туда. да, 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 все, кто может присосаться и начать мотать нервы на регулярной основе, это вот все туда. И они, тут главное понять, что их тела маленькие, как теннисные шарики. Там нет больших? Нет, ну, как тебе сказать, Интересно. есть большие, но они по восприятию большие. То есть их тела для энергетического зрения маленькие, просто геометрические какие-то формы шариков. Треугольничков, там, прямоугольничков. Ну, то есть что-то как бактерии. Ну, небольшие. Но когда наше восприятие на них направлено, и мы их начинаем видеть глазами, там, телом своим, они могут принимать формы. И вот эти формы... Вот как раз под эти звуки неорганику хорошо доставать. Ну, это как бубны, знаешь. Вот, кстати, да, шаманы. Они работают с неорганиками, правильно? С существами вторых врат. Вот весь шаманизм наш, да, и светлые шаманы, белые, черные шаманы, медицина, духи растений. Или духи растений — это уже органика? Не, духи растений — это немножко духи растений — это уже другой процесс, хорошо. Конечно. Ну вот шаманы, условно, вот с бубнами, это с кем они работают, с какими духами? Они могут погружаться в пространство вторых врат, доставать оттуда сущности, договариваться с ними о чем-то. В основном сущностям этим нужны или тела здесь, в третьем измерении. И это очень сильные сущности, это сущности, которые там практикуют. О, да ты что? Конечно, там тоже есть практики. Вот. Вот а есть сущности, которые просто приходят сюда покушать, и идет с ними договор, что давай я тебе предоставлю там какое-то количество людей, которым ты будешь нервы мотать, вот, а мне ты будешь за это какие-то блага давать. То есть это прям вот так прямым текстом и говорится? Да. Слушай, меня очень удивило то, что ты сказал про практиков. То есть реально в том мире, в пространстве вторых врат есть вот эти вот, как ты говоришь, теннисные мячики, которые такие: так, сейчас я буду... Конечно. Вообще крутым. Да, я войду в пространство, где живут вот эти вот кожаные, и они умудряются это делать. Вот это да. И получу тело, например, да, здесь? Ну да, только их тела — это произведения искусства в основном. Это какие-то картины, вазы, да. Скорее не вазы, а больше статуэтки какие-то. Это может быть просто пятно какое-нибудь на асфальте, да, которое не выводится вообще ничем, оно там десятилетиями. И там может жить сущность. Да, это будет тело сущности. И за счет вот этого пятна на асфальте оно здесь цепляется, оно здесь фиксируется, его уже не стягивает назад. Как интересно. И оно наслаждается, получается, жизнью здесь, в этом пространстве. Для него это высочайшее достижение. Вот это да. Но туда он не стремится, например, в седьмые врата, там, или они вообще даже не знают об этом? У них нету такого. У них нет такого доступа. Однако у них есть доступ к нам. Да, и они в основном через сновидение, через приграничные состояния к человеку приходят. Потому что мы пронизываем все пространство сверху вниз. Мы как вытяжка, которая идет вот через все помещения. И, соответственно, по этой вытяжке я не лазю. Поэтому я совершенно спокойно к ним отношусь, вообще даже внимания не обращаю. Ну, пролез какая-то. Вообще без разницы. То же самое, знаешь, как у тебя кишки полны червей, но тебя это как-то парит. Да хорошо бы, мне кажется, что не были они полны червей. Ну, не глистов, а этих бактерий. Ну, бактерий. Которые помогают нашему пищеварению. Ну, у нас же это есть. У нас в каждой клетке есть чужеродный организм митохондрии. Да, но за тебя ничего не цепляется, я так полагаю, потому что у тебя раскачана энергетика, у тебя нет этих крючков, как ты говоришь, там обиды, вот эти, какие-то штуки, за которые они обычно не могут эта мне нервы история... мотать. Вот, да, так к этому еще нужно прийти, это сколько нужно практиковать, сколько ты 20 нужно лет практикуешь. Да, но я же говорю, опять же таки, для
для зрителей, которые еще не напрактикованы. Да, блин, даже я не напрактикована настолько, чтобы у меня куча всего этого, поэтому ко мне частенько, мне кажется, Ну, слушай, у нас с тобой большая разница в возрасте. Я еще не знаю, неизвестно, что ты будешь уметь, вот, когда ты живешь. Когда мы сравняемся с тобой, да, по времени. Не, это нормальный процесс. Просто, понимаешь, в какой-то момент ты видишь во сне родителя, который, там, допустим, уже давно умер, и тебя это цепляет, а в какой-то момент ты смотришь на родителя, который давно умер в своем сне, и говоришь, да ну ты что, ты мне мозг тупаешь, я же знаю, кто ты. И просто живешь дальше. Чем больше ты с этим контактируешь, чем больше ты эти процессы наблюдаешь в себе, в других, тем спокойнее ты вообще ко всему этому относишься. И если у этой сущности она просто сразу видит, если у нее нет никакой возможности тебя цепануть, она с тобой даже связываться не будет. Зачем? Она вылетела, у нее есть какое-то количество времени, кого, этот без шансов, этот без шансов. Вот этот меня воспринимает, но он не знает, кто я такой. Все, есть шанс. И там начинается вот это вот. Вот за счет чего она вылетает? А чем еще делать в своем мире? Я имею в виду, у них тоже как порталы какие-то открываются, те же самые вторые врата открываются. Да, конечно, через человека, я тебе говорю, вылетают. Мгм. То есть мы в Мгм. своих снах, если не в здоровом состоянии находимся, психически нездоровом состоянии, частенько они через алкоголиков могут вылетать. То есть прям идет человек и сыпет из себя вот этих существ. Неосознанно, но имеет место быть. Но здесь в пространстве они долго просуществовать не могут, Не или могут, как? То нет. есть вот мы идем сейчас по Москве условно, там что у нас? Все чисто, никаких Нет, сущностей, есть, ничего? конечно. Есть. Ну, Вот одни они- уходят, другие приходят. М. Тут же как они не разом так пришли-ушли. Это круговорот вот этих вот существ, которые через одних людей входят, через других уходят. Кто-то цепляется в произведениях каких-то искусств, кто-то цепляется в точках повышенной концентрации человеческого внимания, кто-то внутри человека умудряется зацепиться и постоянно его как-то подбадривает, чтобы человек его тоже держал. Вот. А кто-то их может там целым вагоном пропускать через себя и вообще даже не париться по этому. Хорошо, такой вопрос. Опасно ли чем-то взаимодействие с этими существами? Вот те же самые шаманы работают с этими духами. Не шаманы, какие-то проводники. У нас сейчас огромное количество Да. ребят, кто сидит на, как оказалось, на таких контрактах, да, условно, вы мне вот это, я вам там вот это. Это чем-то чревато для человека, кто с этим взаимодействует, то есть вот этот мастер, например, или этот шаман, и для тех людей, которые через этого шамана или мастера с этими сущностями взаимодействуют? Или это окей? Здесь все зависит от того, для чего ты живешь. Если ты просто живешь с мыслью «хочу прожить красиво и сдохнуть, как все», это благо, это не опасно, это наоборот благо для тебя, с ними легче. Ну нет, я не думаю, что нас думает такая аудитория, которая мечтает подключиться к сущности и жить на контракте. Я думаю, Есть что такие, есть. ну мы давай не для них тогда будем, а для тех, кто примерно Если мы в ту же говорим о сторону свободе, смотрит. если мы говорим о свободе, если мы говорим о том, чтобы вырваться отсюда, ну, очевидно, тебе какие контракты, тебе наоборот нужно полностью уповать на свои навыки, на свое мастерство. Поэтому нет, тут вопрос не вреда или не вреда, а здравомыслия просто. Вот представь, ты хочешь переехать в другую страну, но при этом подписываешь контракт на 10 лет, еще берешь ипотеку на 30 лет. Кто тебя выпустит? Не, ну про контракты мне понятно. Допустим, вот я говорю, шаманы или мастера, кто с этим работает. А вот человек приходит к этому мастеру, человек вообще не знает, с какими он там, с кем он работает. У людей пока не развита экстрасенсорика, они не понимают. Вот им сказали, Вася Ченнелер классный, вот они идут, ну условно, да. А оказывается, что этот человек работает с этими Ну и существами. Что будет вот с тем парнем, кто пришел к этому мастеру? Ну, он получит прайс, и по этому прайсу получит услугу. Если это человек, который не хочет платить деньги, он накормит, значит, этих сущностей. То есть правила баланса никто не отменяет. Если человек оплачивает какую-то конкретную услугу, да мне какая разница, как он эту услугу мне выполнит, этот мастер. Вообще без разницы. Вот, например, я прихожу к мастеру и говорю, слушай, у меня ситуация, мне нужно там завалить какого-нибудь нехорошего человека. Он говорит, это столько-то стоит. Я говорю, окей, мне какая разница, как он будет его там валить? Слушай, ну это такой пример уже, давай не это будем разбирать. Вот у нас все это тем же, в принципе, зачем к тебе приходят люди. Нет, Просто- это не, вообще не близко даже. Я имею в виду, что у нас в целом потребности у многих людей сейчас, даже тех, кто в эзотерике, там здоровье, я не знаю, финансы, благополучие какое-то, развитие способностей. Вот, кстати, частый тоже сейчас запрос. И вот они, допустим, нашли не тебя, а того мастера, кто работает с существами через вторые врата. Что будет с этими людьми? А как они его найдут? Понимаешь, все зависит от позиции человека. Если я прихожу и говорю, я хочу, допустим, научиться выходить из тела, мне существо каким образом поможет?
Этот запрос именно он должен быть паразитический у человека в голове. То есть я не хочу ничего делать, но хочу, чтобы что-то свершилось. Ну, у нас так живут 90% людей. Вот как раз, точнее, не 90, а 95, наверное. 5% это вот твои реинкарнированные, твои друзья. Да. Поэтому я как вот жил в однушке, так и продолжаю в ней жить. А кто-то покупает себе по 10 квартир. Но это же не об этом. Я все-таки хочу узнать, что будет. Ну вот пока люди не знают, мне постоянно задают вопрос, они просят помощи, что как определить, допустим, через кем мастер работает. Если человек выстраивает свою позицию как паразит, сделайте это за меня. Ну, ему вот к этим. Потому что когда ко мне приходит человек и говорит, сделай что-то за меня, я говорю, дорогой мой друг, я обучаю тебя делать это самостоятельно. Если я начну это делать за тебя, в чем тогда обучение? Это не обучение. Вот смотри, например, на просторах Ютуба также очень много каких-то бесплатных медитаций от разных мастеров. Бесплатно ничего не бывает. Вот, я про это и хочу поговорить. То есть, например, слушая какие-то такие медитации, в открытом доступе. Допустим, там, не знаю, на исцеление, на гармонизацию чакр, на что угодно. Человек, что с ним происходит? Он подключается к этим существам или как? Что, да, что с ним происходит? Расскажи. Ну смотри, давай мы рассмотрим просто какие-то конкретные варианты, да, вариации развития событий. Вот человек, допустим, попадает на халяву. Ему говорят, сейчас мы тебя сгармонизируем. И вот он приходит, допустим, у него здесь много, тут мало. Приходит мастер, говорит, вот, кушай. У него здесь становится мало, и здесь становится мало. И он сгармонизировался. Понимаешь, вот у тебя, например, много сексуальной энергии, но мало, допустим, любви. Из-за этого у тебя психическое состояние немножко плавает. Ты приходишь к такому мастеру на какую-нибудь там открытую встречу, где он говорит, я все сделаю за вас. Сущность втягивает в себя сексуальную энергию, у тебя ее становится мало, сердце у тебя не приросло, но твое психическое состояние успокоилось, потому что ничего тебя уже не раздергивает. При этом сущность остается с этим человеком? Нет. Она просто покушала и ушла? Конечно, конечно. Но возможно ли что-то прям подцепить на таких бесплатных встречах или что-то типа того? Слушай, ну вероятность всегда есть, потому что нельзя говорить про эти вещи однозначно. Ты живой, она живая, мастер живой. Это все динамические процессы. И вполне, да, сущность может за какого-то человека зацепиться, если такая возможность открывается, если у сущности есть интерес в этом. Но произойдет это или нет, нельзя сказать однозначно. Это может произойти, абсолютно однозначно это может произойти. Но произойдет или нет, не угадаешь. Изъявление своей воли считается ли тоже как, как вот эта халява, условно, как ты говоришь? Ну, например, вот, я встречала такие медитации, где тебе проговаривается текст какой-то, там, я заявляю то-то, то-то. То есть проговаривается текст, ты его повторяешь, но это по факту изъявление твоей воли. То есть дается как будто пример для какого-то заявления. Смотри, если в этом тексте содержится обращение к чему-то конкретному, то есть ты попрошайничаешь, все, у тебя конец. Тебя шкурит за твое попрошайничество, ты сам открываешь себе такую возможность. Ну, условно, прошу сгармонизировать мне то-то. Все, это приехали сразу, тебя сгармонизируют так, что потом сам не рад будешь, когда осознаешь, что произошло. Вопрос вот кто? Опять же таки ребята из вторых врат. Неорганика, конечно, да. Там не может быть, опять же таки, те же самые существа из пятых. Например, если идет обращение к каким-то архангелам, например. Какая разница? Ты что, серьезно сидишь, думаешь, что сидит архангел где-то там у себя в огненном мире такой, вот тут ко мне но обратились. Они же многомерные существа, они же, по идее, могут на зов приходить. То есть вот эта вот многомерно осознанная сущность прибегает на крик какого-то кожаного? Думаешь, нет? Да это вообще без шансов, ты что? И у них уровень осознанности на порядке выше, чем у нас. Так, и поэтому что? И поэтому им плевать на нас? Конечно. Да? Они максимум могут нас завести, как вот мы заводим себе кошечку, собачку, там яички отстригаем и живи. Это ты про архангелов. Это я тебе вот про тех, которые в пятых вратах находятся. Хорошо, давай так. Как определить обычному человеку, что мастер работает со вторыми вратами, вот с этими сущностями? Развивать экстрасенсорные способности свои. Только так? Да без шансов, потому что по-другому. Друзья, моя цель передать практики, которыми обучался я сам и сейчас обучаю других. Основная задача этих практик – это обретение свободы. Кто у нас самый свободный? Это изначально, это Творец. Что такое свобода? Это когда у тебя вседозволенность, это когда у тебя всемогущество, это когда у тебя есть возможность созидать и разрушать, это когда ты имеешь возможность двигаться так, как тебе хочется, и туда, куда тебе захочется. Для того, чтобы начать изучать эту традицию, эту систему, это знание, нужно начинать сначала. Начало – это практическая энергетика, это сила сознания 1. Вы можете
приобрести ее целиком. Вы можете приобретать ее по частям. И вы можете получить в подарок от меня одну практику для того, чтобы попробовать эти знания, почувствовать их. И этого будет достаточно для того, чтобы почувствовать первые изменения, которые будут внутри вас и вокруг вас. Пожалуйста, проходите по ссылке в описании и получайте от меня подарок. Господи, какие эти Ну, вот эзотерические какие-то процессы, ты признаки. реклама вообще посмотри, обычную рекламу обычных товаров, там тебе в 3 горы рассказывают. Как определить? Я имею в виду, что, может быть, есть какой-то, но для тех людей, у кого все-таки пока не развита экстрасенсорика, я понимаю, что у этой энергии у нее есть определенный вкус. И когда даже чуть-чуть развито уже чувствование, не обязательно прям там экстрасенсорика 10-го, 100-го левела, а просто ты чувствуешь этот вкус, что он другой. Вот, ну, из этих вторых врат там и так далее. Я тебе так любых могу других. сказать. Все, где людям рассказывают про то, что что-то сделается за них, уже можно напрягаться, уже стоит присмотреться. Второе. Как только появляется чужеродное сознание в поле, мы на это тут же реагируем неким внутренним тремором таким. То есть мы чувствуем, вот как будто что-то произошло, что-то вот сейчас готово произойти. То есть некий вот этот внутренний... Ну, зажатие такое. Это даже не зажатие, это ужас на самом деле. Просто одно дело, когда на тебя там из-за угла выпрыгивает маньяк, да, вот это с маской крик и ножом, то объект очевиден, ты его боишься. И совсем другое дело, когда ты это не воспринимаешь, а ощущение в тебе это начинает оно начинает... Слушай, ну это очень трудно отловить, потому что даже с учетом того, что я многие вещи воспринимаю, когда во мне, оно же не такое, что прям ужас, у меня нет паники. Сколько раз я хватала сущности от мастеров, но у меня не было вот этой паники, у меня было какое-то, ну что-то там не так. И то, на которое я смогла спокойно забить и пойти все равно взаимодействовать с человеком. То есть там нет какого-то такого дикого ужаса, то есть я не воспринимаю его так. То есть оно такое тонкое, а когда я была вообще нечувствительная, там даже тонкого-тонкого не было. Так, и каким образом мне тебе теперь объяснить, если у тебя вообще не было никаких ощущений, как его воспринять? Вот я и говорю, для тех людей, допустим, у кого вообще нет ощущений, и, может быть, есть какой-то список все-таки, что люди, которые работают с существами из вторых врат, они есть там раз, список. два, три, четыре. Называется курс «Практическая энергетика 1» и курс «Практическая энергетика 2». Садишься на стул и развиваешь экстрасенсорные способности. Вот тебе список. Ну как? Ну смотри, у меня выбили 2 глаза, как мне научиться видеть? Да все, никак не научиться тебе видеть. Ладно. Что ты еще хочешь от меня вытащить? Практиковать надо, развиваться надо. Не уповать на то, что кто-то за тебя что-то сделает. Ну это смешно. Никто за тебя Смотри, ничего сюда делать же не будет. относятся такие вещи, как я понимаю, например, как консультации какие-то. Я вам сейчас расскажу все о вас. Ну, то есть это та же история получается. По-разному. Надо брать просто конкретного мастера, смотреть, что он делает, и говорить, этот делает это таким образом. А вот этот делает другим образом. Этот, например, держит неорганическое одно существо у себя, например, в районе руки, и это существо пишет его рукой, он просто читает, и он самый умный. А этот, например, говорит, давайте, ребята, окучивайте, и сам ничего не делает, сидит в носу ковыряется. А за него это неорганика работает. Кто как договорился? А есть люди, которые вообще этим не пользуются, и которые лезут своим сознанием, своим вниманием, своей экстрасенсорикой, сами что-то делают. И просто вот так вот, знаешь, тыкать пальцем и говорить, они все такие? Нет, не все. Понятно. Они разные. А может ли быть такое, что человек, он вообще не осознает, что происходит? Ну, вот этот мастер, кто так работает, например. То есть через него работают эти сущности, приходят, Очень кушают, а он маловероятно. вообще не понимает, что Очень происходит. маловероятно. То есть такого нет. В основном все осознают. Очень мало. Это насколько надо полностью отдать контроль над собой, чтобы не осознавать, что происходит. Может быть, потенциально... Да нет, такой человек просто в дурке окажется, и все, если он настолько свой контроль отдаст. Чтобы через него эти неорганики стали действовать самостоятельно. Ты думаешь, там все равно какая-то есть некая договоренность, просто Конечно. которая не озвучивается? Конечно, да, я тебе даже больше могу сказать. Есть специальные школы, которые не просто втихую пользуются этой системой, которые именно учат тебя доставать эту неорганику, договариваться с ней, причем там даже есть этапы срастания, там может температура подпрыгнуть у тебя там на несколько дней, тебя может, например, там начать лихорадить, у тебя может начать скружиться голова, там просто перманентно, пока вы сращиваетесь. Ты должен там или предоставить часть своего тела, или какую-нибудь фенечку постоянно на себе носить, в которой она будет жить, эту сущность, чтобы не вываливаться опять во вторые врата. А зачем мы тогда вообще открываем эти вторые врата? Зачем работать со вторыми вратами? Такова природа человека. Зачем мы дышим? Мы так живем. Когда мы дышим, сколько мы жизни уничтожаем?
Когда Я не имею в виду задумывалась об этом? намеренно, когда мы это делаем в практике, что мы можем получить из вторых врат. Вот честно, я не люблю их открывать, потому что я опять же таки побаиваюсь, что оттуда какая-нибудь вылезет хрень, где-нибудь у меня там за картину зацепится или в меня войдет. Ну, у меня есть еще Ну, пока будешь с такие. ней здороваться по Я утрам, не ты не хочу. обиделся. Почему? Зачем Почему она для мне? тебя это представляет такую важность? Вот Вот сам факт да, у меня этого пока уже есть такое. проблема. Да, я знаю, Ну, я знаю, я с этим работаю. ну вот. Видишь, то есть ты сама создаешь ей условия для сцепки вашей, и при этом еще и возмущаешься, что как это оно так. Ну, вот оно так. А для меня вообще без разницы. Ну, вылезла и вылезла. Мгм. Как бы гуляй, Вася. Хорошо, вот в чем разница, допустим, мы открываем первые врата, да, Да. и взаимодействуем с этой энергией, да, если так можно сказать, и открываем вторые, и взаимодействуем с этим пространством и этим сознанием. Пространство вторых врат содержит в себе сознание, которое очень неплохо вкладывается в энергетику нашу. И как раз-таки вот то сознание, которое вытекает из вторых врат, оно позволяет довольно неплохо сформировать наш дубль, энергетическое тело. Путешествовать, астролетчествовать, там как угодно можно назвать. Очень подходящее сознание. Оно дает возможность наполнить нашу энергетику физическими качествами. Поэтому люди, которые всесторонне развивают себя, у них других вариантов нет. Ну, Просто их нет. поподробней. Вот если человек практикует, открывает вторые врата регулярно, напитывается оттуда, то что? То его энергетическое тело обретает такую гелеобразную плотность, так что ты даже можешь физический мир трогать и двигать своей энергетикой. То есть, например, для там, того же самого телекинеза Да, да. нужно напитываться из вторых врат. Не нужно, но это наиболее логическое следующее действие. То есть, если ты этого хочешь, если ты хочешь там пирокинез, телекинез, там, не знаю, выходить из тела, бить кому-нибудь по лбу, как я один раз делал в своей жизни. Вот. И чтобы это чувствовалось, чтобы ты не проходила сквозь другого человека, а чтобы у тебя был именно увесистый удар. Вот это из энергии вторых врат, это наиболее удобнее всего делать. Ну, выходить в астрал тоже, да, получается? Астрал тоже. Путешествовать по Да. сновидениям Да, тоже туда да, же. да. Выстраивать сновиденные миры, делать и формы, делать пространство, придумывать всякие разные сценарии, реализовывать это все. Это не только вторые врата, но просто из этих энергий проще всего это делать. Но опять же таки, если нет тех самых вот этих сковывающих структур, крючков, как вот я их называю, то абсолютно спокойно можно, не боясь, взаимодействовать также со вторыми вратами, не боясь, что оттуда вылезет какая-то сущность, зацепится и будет тебя кушать, правильно? Если ты переживаешь по этому, ты уже зацеплена, все. Уже все сделано, уже все произошло. Если ты вообще даже таких вопросов не задаешь себе в голове, она никак за тебя не зацепится. А если она привлечет твое внимание, то привлекла и привлекла, посмотрела и дальше начинаешь своими делами заниматься. То есть все зависит от того, насколько наше внимание будет увлечено этим процессом. Пока у нас есть к этому отношение, это отношение жесткое, оно будет увлечено этим процессом. Причем неважно какое, да, то есть любое отношение. Без Супер разницы. позитивное, Без да, разницы. или супер негативное. Да. То есть должен быть вот этот нейтрал, что есть, Безразличие нет, абсолютно, безразличие, конечно. да. То есть ты к этому относишься как, каждое утро встает солнце. Да, бывает там дождик, и чего. Абсолютно безразличие. И вот именно через безразличных людей они могут пройти, и ничего не произойдет. То же самое даже вот если там сейчас кто-нибудь начнет активно против меня колдовать и насылать этих сущностей, даже если я это увижу, так, господи, прикол какой. И все, я буду дальше заниматься своими делами и достижением своих целей. Придут эти существа такие, пойдем соседей докапывать. Все. Давай мы, кстати, не сказали, где это находится, про первые врата. Или не будем говорить? Это все находится в курсе практической энергетики. Я пыталась. Потому что зачем мне брать на себя такую ответственность, перекалечить сейчас кучу народа? Пусть люди подготовятся к этим. Я же с самого начала сказал. Попрактикуйте чуть-чуть. И это есть в открытом доступе. Были уже вебинары, где это все показывал. Есть информация, но не надо с этого начинать. Хорошо, давай тогда о третьих вратах. Что там? Кто там? Там мы. Мы. И параллельные миры точно такие же физические. Вот что значит параллельные миры? Параллельные миры – это точно такие же миры, как наш, только там идут другие сценарии. Где они находятся физически? Нигде. Это виртуальные пространства. Где у тебя в компьютере, например, находится дом, который ты построила в Симсах? Где он там? Слушай, это уже такая отсылка к тому, что мы в симуляторе и... Да, так оно и есть. Просто ты можешь это называть матрицей, ты можешь это называть симуляцией, ты можешь это называть, там, не знаю, тюрьмой, как угодно. Но наша планета, она же живая. Конечно.
У но тебя одновременно тамагочи вот в симуляция. этой пластиковой фигуре, они тоже живые. То есть и живая, и одновременно симуляция, или как? Это симуляция живой планеты. Симуляция живой планеты. Да. И мы тоже симуляция нашего в сознании нашего Брахмы. Ну, как сон, вот сон. Да, но это все, оно пропитано частичками сознания изначально. То есть, знаешь, это можно как сказать. Да, мы наблюдаем вокруг себя симуляцию, но тот, кто наблюдает, абсолютно реален. Да, ну вот ты говоришь, есть параллельные миры. Да. Наша же Земля где-то существует физически, несмотря на то, что она симуляция. Ну, Ну вот у нас допустим. под ногами она существует. Да, а вот где существуют те параллельные миры? Тоже у нас под ногами, только там фазы немножко смещены. Ну, как градус, типа, как или про Смотри, что это? здесь сейчас для тех, кто хоть немножко разбирается в радиоэлектронике. Это не я. Да, но вдруг кому-нибудь поможет. Вот когда работает передатчик, он имеет синусообразный сигнал, волну. Он эту волну гонит. Если он пустил волну и через долю секунды пустил следующую волну, то эти две волны существуют в пространстве и никаким образом друг на друга не воздействуют. То есть их фазы смещены. Все, я поняла. Если же один передатчик пустил волну, и другой передатчик секунды в секунду, миллисекунду в миллисекунду пустил такую же волну, то есть в фазе, то эти две волны сталкиваются, они видят друг друга. Буквально чуть-чуть, вот чуть-чуть попозже, чуть-чуть пораньше, эти две волны проходят насквозь, вообще не замечают друг друга. Вот здесь то же самое. Бывает такое, что мы с этими параллельными мирами вот соприкасаемся? Не просто бывает, иногда даже рушится вот эта вот, ну, как бы пелена между ними, и ты можешь заснуть в одном параллельном мире, а проснуться в другом. За счет чего это происходит? Почему она рушится? Да, этих причин куча. Но в большинстве случаев, вот если мы не берем практиков, да, и не берем какие-то осознанные действия, там, ритуальные, практические, там, неважно. Если мы берем обычную повседневную жизнь, это может произойти, когда человек получает какую-то очень сильную психическую реакцию на что-либо, эмоциональную очень сильную реакцию, после которой он принимает внутри себя какое-то очень серьезное решение. Ну, например, вот ты живешь, у тебя все хорошо, вот что-то случилось, и ты такая: да никогда в жизни больше. Идешь с этим спать, и ты просыпаешься в другом мире. Ну, ты сейчас говоришь про смену веток реальности, вот Да. я вот так бы говорила. Ну, То есть- можно так сказать, может быть, параллельные То миры. есть, получается, эти параллельные миры — это тот же самый наш мир, где есть я, ты и так далее. Вот про эти миры Может речь. быть, так, а может быть и не так. Например, я когда активно практиковал, когда это все происходило уже в традиции, у меня даже прикол такой был с моей подругой, мы вместе практиковали, что вот ты утром просыпаешься, смотришь на нее, это не то физическое тело, с которым ты вчера лег. Да, она похожа, да, все правильно, но у нас было несколько историй. И вообще, это такой, на самом деле, бред, я сейчас вспоминаю об этом, но это было в моей жизни. То есть, когда мы с ней только познакомились, она через неделю улетела в Индию. И вот была девушка-подруга, с которой у нас был секс в этот период, и с которой не было секса в этот период. Это одна и та же женщина. Да. Это просто в разных реальностях, в разных параллельных реальностях. И в зависимости от того, куда я сваливался... Одна помнила, типа, да. это, другая нет. Ну, типа того. Одна помнила это событие, говорила: ну да, мы с тобой как бы сошлись, но мне надо было лететь, билеты были уже куплены, но я уже понимала, что мы вместе. А другой говорил: да нет, я как бы, ну да, мы там встретились, и у нас же ничего не было, я полетела в Индию. Вот это да. И это был один и тот же И человек. ты периодически перемещался и жил с двумя женщинами, грубо говоря. Ну, и я для них тоже менялся, просто... когда мы вообще обнаружили это, и причем так прикольно мы обнаружили, мы что-то так ностальгировали, это уже, то есть вот эта неделя, потом она улетела в Индию, потом она вернулась, мы продолжили дальше как бы наше вот это взаимодействие, взаимоотношения. Вот. И когда спустя уже там какое-то время мы вспоминали, я говорю: да, ну прикольно, я говорю: ну как я... Она говорит: ну ты чё, говорит, меня ждал? Ну, мы же с тобой там встретились пару-тройку раз, и все, я улетел, что ты меня ждал? Зачем ты писал мне? Как ты так успел вообще в меня влюбиться? Я говорю: ну ты что, у нас же ночь, романтика, все дела, я уже все, я как бы с тобой. И вот одна говорила такая: что за ерунду ты мне говоришь? У нас не было ничего, ты что? Я там вообще зажигала, я тебя даже не рассматривал как вариант. Вот это да. А другая говорила: и тебя типа одного раза хватило, да? Я говорю: ну вот у меня такая вот психика, если я сошелся с тобой, уже все.
И я ее долго ждал, на самом деле. Она туда не на 5 дней улетела. И это были абсолютно, внешне похожие абсолютно девушки. Но одна помнила одно, другая помнила другое. Хорошо. Что насчет того, что в этих пространствах третьих врат можно встретить вообще какую-то другую реальность, где вообще не Земля, какая-то другая планета? То есть такое возможно? Да, но в основном это происходит как раз-таки при взаимодействии с неорганикой. Если заиграться с неорганическим существом, то... Из вторых врат. Из вторых врат. Ну, допустим, по каким-то причинностям, да, ты начал там с ним заигрываться, то он тебя может сдернуть настолько сильно, что ты уже не соберешь вот то место, где ты начал с ним игру. То есть тебя может отнести настолько далеко, что вообще тебя никто не вспомнит. Вот ты подходишь к человеку, говоришь: здорово, он говорит: а ты кто? Ты говоришь: ну как, вот твой номер телефона, там вот это. Он говорит: это не мой номер телефона. Я вообще тебя первый раз вижу. Такой: ну извините. И сидишь, так, а вот через обтекаешь после третий этого. нельзя попасть в какой-то другой мир, на какую-то другую планету? Это все будет Земля. Все равно все. То есть пространство третьих врат — это все, что связано с Землей. Просто Да, ее но там может быть ветками. Земля такая, что ты скажешь: я на Марсе. Но это будет все равно Земля. Но это одна из вероятностей Земли. Да. Да. Это пока мы находимся здесь. Но если мы берем вообще весь пласт, естественно, там и помимо Земли есть другие формы существования материального мира, физического мира. Куда тоже можно попасть через пространство третьих врат именно. Да, но там надо прям нормальный такой пируэт выписать, потому что мы очень сильно прибиты к той точке пространства, где находится физическое тело. Очень сильно. Ну, фактически физическое тело это является компьютерным персонажем. Ну, ты компьютерный персонаж из компьютера не достанешь. То есть, по факту, это все пространства третьей плотности, вот как бы мы сказали. Ну, пусть будет, да, 3D-мир. То есть все 3D-планеты, которые существуют, на них можно попасть через пространство третьих врат. Ты можешь попасть в пространство, где ни одно слово тебе не будет знакомо. Вообще. Но это будет пространство третьей плотности. Это будет пространство третьих врат. Поэтому говорить, что везде Земля, это тоже не совсем корректно. Или там везде вот та планета, на которой мы здесь. Да неизвестно, что там будет. Чем дальше тебя относят, там ты вообще можешь в космосе зависнуть такой, опа, и счет идет на секунду, потому что дышать надо. Что дает взаимодействие с этими вратами? То есть вот если мы сказали, что первое, например, делает тебя невидимым, очищает от сковывающих структур. Да. Второе позволяет напитывать энергетическое тело определенным... Формировать свой дубль. Третье. Третьи позволяют тебе очень комфортно чувствовать себя в материальном мире. Есть у них такой эффект очень интересный. Если третьи врата у тебя хорошо открыты, то ты материально обеспечен. Так вот он, лайфхак. Ну, попробуй, воспользуйся им. Это же тоже работает. Это Нет, ну это понятно. И я тебе даже больше могу сказать. Открыть третьи врата посредством материальных достижений проще, чем материальные достижения посредством третьих врат. Но это работает так. Я знаю, я сам таким был. Я сам был практиком, который просто сидел, пыхтел, открывал третьи врата, а потом в реальности просто не оставалось другого варианта, как начать создавать мне материальное благосостояние. И ты уже такой: ага, ну все, наконец-то я сдвинул эту точку своего вот... Интересно, ну знаешь, это вот как тоже эти мемы про то, что дышать маткой, там все дела, это же, ну по факту что-то из этой серии получается, правильно? Ну, третьи врата находятся на этом уровне. Я так могу сказать. Но это не матка. Знаешь, как раньше начиналось с того, что эзотерика преподносилась как вот какая-то такая волшебная таблетка, магия, подыши маткой или сделай какой-то там, не знаю, почитай молитву, и вот у тебя там придут деньги. Куча же такого на просторах интернета тоже. Сейчас это уже давно все теряет свою популярность, ну вроде как, может быть, кто-то и остается в этом всем, но сейчас считается, что это зашкварно, это не классно, это только самые там неудачники этим занимаются, но по факту это имеет все равно свое логическое объяснение. То есть вот эти волшебные таблетки, что можно просто открыть какой-то портал, ну то, о чем мы сегодня говорим, открываешь портал, и у тебя улучшается материальное твое состояние. То есть, грубо говоря, к тебе приходят деньги, там все, что ты хочешь. Ну смотри, правильно? как это все работает там, когда оно работает. Вот я, например, знаю эту зависимость. Я знаю, помимо этого, еще мантры, которые... Зависимость от чего? От денег ты имеешь в виду? Или от какой-то... Нет, зависимость третья, интенсивность открытия третьих врат – это твое материальное благосостояние. Я знаю, что есть такое правило в мире. Я знаю его существование. Я знаю мантру, которая так и называется – мантра, избавляющая от бедности. Я знаю, как она работает. Просто если ты будешь просто так ее горланить, она не будет работать. Надо знать, как это работает. Я натренировался делать эту мантру. Я не преподавал ее, я тренировался. И, естественно, я этим воспользовался. Я этим воспользовался так, что, в принципе-то, я не бедствовал. Да, у меня были разные периоды в жизни. И в эти разные периоды жизни я убедился в том, что или ты практикуешь,
регулярно ты это делаешь, ты как на работу ходишь на практику, потому что по-другому ничего не происходит. Или ты искренне веришь в то, что я один раз попрактиковал, у меня сейчас все будет, а ничего не происходит. Поэтому я говорю о том, что через энергетику можно это сделать, но ты будешь в практике ходить как на работу, иначе ничего не будет происходить. Можно, да. И вот люди, которые что-то где-то услышали, такие, где эта мантра, быстренько погуглили, вот вроде что-то Google там выдал, я сейчас буду, и говорю, да не будет это работать, это потому что не так устроено. Это целая система знаний, которую нужно сначала освоить, чтобы это включилось. Вот я сейчас рассказал, да, там, третьи врата, ну, вот, там на уровне они бедер находятся. Ты знаешь, сколько процентов сможет этим воспользоваться? Потому что это надо выпрактиковать. А когда человек начнет это практиковать и увидит, в каком они состоянии, и что нужно сделать, чтобы они по-настоящему горели, когда ты не в материальном благосостоянии, он скажет, да ну его нафиг, лучше на завод пойду. Но я был упертый, я был безумный. Я сказал, нет, я на завод не пойду, я сейчас вот зажму себя в узел, да, и буду выпрактиковывать. Я зажал себя в узел и начал выпрактиковывать. Потом со временем сказал, да можно это делать намного проще и приятнее. Это еще период аскез был тогда. Но это работает, я в этом убедился. И вот когда ты начинаешь в этом всем разбираться по-настоящему, то вот так кидаться фразами, да, помедитируй 5 минут, у тебя все будет. Я говорю, да нет, не будет. Тебе не 5 минут придется практиковать, а регулярно на протяжении какого-то количества времени. Нет, это понятно, просто сейчас же, знаешь, эта тема популярна в целом, вот таких практик различных, и много кто практикует действительно каждый день, не по одному часу. Что он тогда практикует? Вот, я про это и говорю, но у человека ничего не работает. Вот значит, он какую-то ерунду нашел, которая не рабочая абсолютно. Та же самая мантра. Мантру, которую тебе передал носитель вибрации, мантру, которую ты скачал из интернета, это две разные практики. Точнее, одна это практика, а другая это сотрясание воздуха. Кстати, по поводу мантры у меня был вопрос. Не является ли это привязкой к эгрегору? К какому? Ну, откуда мантра? Эгрегор создают люди. Соответственно, когда человек входит в какую-то систему, естественно, он будет привязываться к эгрегору. Моя традиция не является системной. До сих пор практически ничего о ней не известно, несмотря на то, что я уже второй год довольно открыто все рассказываю. Тут нет эгрегора, потому что его никто не создает. Но там же есть определенное количество людей, кто там обучался, кто есть. проходил. И все эти люди имеют такую конфигурацию, с которой не может появиться эгрегор никак. Интересно. Чтобы появился эгрегор, нам нужно заставить группу людей думать в одном направлении. С чего начинается моя практика? Мы выключаем внутренний диалог. Диаметрально противоположное действие. Хорошо, допустим, в твоем поле во время практики действительно у них удается отключить внутренний диалог, но у тебя обучается большое количество людей. И заканчивая практику, они, например, думают все примерно об одном. Да. Они же создают, получается, эгрегор. О чем они думают об одном? О деньгах, о благосостоянии, об отношениях. А на это уже эгрегоры и без меня созданы. И не будем, знаешь, перегибать палку от того, что ты 5 минут о чем-то подумал, это еще не значит, что ты подключился к эгрегору. Эгрегоры, у них есть конкуренция, у них есть битва за количество людей. Именно они не позволяют утилизировать нас в огромных количествах, потому что им это невыгодно. Им нужно, чтобы было много людей. Это игра на уровне человеческих объединений, обществ. И она идет, она присутствует. Мы вне этой игры. И даже если каким-то образом там маленький эгрегорик вот этот вот наш появится, да его растерзают в 3 секунды вот эти огромные там религиозные эгрегоры. Просто камня на камне не оставят. Так вот, я и хотела, у тебя какие-то особые мантры, получаются, которые не относятся ни к индуизму, ни к буддизму. Понятное дело, что ни к каким православным молитвам. Там, это другие, получается, тексты? Или да как? Нет, все те же самые, там больше половины из них гуглится, но они не будут работать. Я к тому, что не является ли, когда ты произносишь эту мантру, не идет ли вот это подключение к тому эгрегору, откуда эта мантра? К какому эгрегору? Я не знаю, откуда твои мантры. Да и никто не знает, поэтому этого эгрегора не существует в принципе. К чему ты все боишься подключиться? Нет, я не боюсь, мне просто стало интересно. Вот христианский эгрегор реально существует. Если ты говоришь христианские молитвы, да, ты там подключаешь, потому что он есть. А у нас-то где чего? Нет. Эта система работает совершенно иначе. Я связываю, что значит передача мантры? Когда я связываю звук и свою энергетику. И у тебя это состыковывается. Вот такой звук, вот так вот двигается энергетика. Вот она передача. Вот про что это, понятно. То есть, если взять ту же самую мантру, да, просто где-то там, откуда там, то а энергетику-то тебе кто покажет? Никто. Она не будет работать. То есть нет смысла слушать мантры, там ничего не Слушай, но все равно каждая мантра – это имя Бога. Все равно какие-то
Маломальские, да. Подвижки будут. Но, Мгм. понимаешь, как бы можно, ну, не знаю, там, научиться, ну, делать какие-то примитивные объекты через онлайн-уроки. Допустим, там в программировании, там, и, не знаю, 3D-моделировании. Ну, что-то примитивное ты сможешь делать, там буквально быстренько научишься. Но ты никогда не станешь высококлассным специалистом по онлайн-урокам. Ну, это невозможно. Тебе нужен учитель, тебе нужен наставник, тебе нужен гуру, который тебе расскажет все нюансы, все особенности. И вот здесь то же самое. Да, все равно будет определенный эффект происходить. Будет. Да, все равно что-то внутри будет, вот какие-то ниточки дергаться, какие-то струнки все равно будут вибрировать, будет. Но если мы говорим про быстро, эффективно и здесь и сейчас, это только прямая передача. И здесь уже не в том, что это за мантра, да, а в том, что тебя показал на энергетическом уровне человек, когда тебе эту мантру показывал, передавал. И вот получив уже эту мантру, она будет ровно так работать, как тебе ее продемонстрировал носитель этой мантры, Мгм. а не просто там вот, где-то эти слова нашла и все. Можно ли через третьи врата также путешествовать по этим мирам, то есть с Можно. физическим телом? Так же, вот как мы про первое Да, говорили. да, Но можно. это ты встречал действительно такие Ну, примеры, мой кто Ашан мог? рассказывал мне историю, ну не как мне, он нам рассказывал Мгм. историю о том, что тот мир, в котором он здесь находится сейчас, это не его мир. Он когда сюда Вот попал, этот, то есть. да, он когда сюда попал, его вообще никто не помнил. То есть он фактически начал жизнь сначала где-то посередине своей собственной жизни. То есть он где-то практиковал Да, на другом да, пространстве, да, да. пространстве третьих врат. Да, он И практиковал залез сюда. традицию, у него что-то произошло там. И сейчас я уже детали просто не достану из своего Мгм. мозга, да может он и не рассказывает, что у него произошло. И он просто попал вот сюда. Ну, то есть, а там у него было что-то, свой быт, там, допустим, семья и так Он там далее. практиковал точно так же. Он и там практиковал. И когда он попал сюда, когда он осознал, что произошло, что его никто не помнит вообще, Мгм. смотрит на него, как ты кто вообще. Ну, А, вот. но он их помнил, то есть там они тоже были, те же Да, но он самые помнил-то персонажи. тех. Мгм, А здесь люди-то похожие, ну как линия уже другая сценария. Хорошо, а можем ли мы через пространство третьих врат переместиться, вот, я не знаю, в Перу мы поедем, может не ехать, просто через третьи врата зайти? Смотри, ты сейчас говоришь про перемещение внутри пространства, а не между пространствами. М. Ну, внутри пространства вроде как есть у нас техники, которые развивают телепортацию. Но у меня нет ни времени, ни сил эту технику развивать. Мне проще там заплатить за билеты на самолет и вообще будешь не париться об этом. Ну да, Здравомысленное это очень распределение ресурсов. энергозатратно, Мы насколько живем я 100 знаю. лет. И ты знаешь, вот была такая история, не знаю, правдивая она или нет, с Ошо, когда к нему пришел ученик и говорит, ну, учи меня сверхспособностью. Он сказал, иди ты нафиг, не хочу, я тебя ничему учить, мне и так нормально. Вот. И спустя там 20 лет он опять к нему пришел, сказал, вот ты меня отказался учить, а я там туда-сюда, я научился там из пальца огонь показывать. Он говорит, ну, покажи. Он так раз, вот у него огонь загорелся. Он говорит, нифига себе, ты на это 20 лет потратил? Он говорит, да. Достает зажигалку, смотри, говорит, а я на это даже вообще времени никакого не потратил. А у меня то же самое, в принципе, есть. Ну, тут, если тебе надо телепортнуться, ну, наверное, можно потратить свою жизнь на это. То ты должен сразу осознать, что это не то, что ты научишься там за неделю делать. Ну, мы пока телепортируемся в Перу, значит, на самолете. Пока Хочу да. пригласить всех зрителей наших. Я думаю, кто смотрел первое интервью на моем канале с Антоном, видели, что я приглашала его в Перу, и ты ответил, что если наши пути, даже не так, как ты сказал, что если намерение, да, твоего пути пересечется с нашим путем, то это все произойдет. И произошло даже больше. Мы делаем с Антоном ретрит, путешествие в Перу. И расскажи, мне кажется, это будет просто что-то невероятное. Да это уже невероятно, потому что мы с тобой разговаривали на Бали, и, собственно, там же я тебя первый раз увидел, да, получается? Кстати, да, мы первый раз вживую увиделись Да, там, да. и я с Бали возвращаюсь в Москву, и я опять с тобой разговариваю. И я даже больше могу сказать. Я был в Питере, и мы опять с тобой разговаривали. То есть это вообще что-то какое-то мистическое. Я перемещаюсь вроде бы как, а ты такая, привет. Я выхожу из поезда, привет. Может, а ты умеешь телепортироваться? Если ты мне такие каверзные вопросы задаешь. Же потом сказать, а знаешь что? Рассказывает, тут мне сидит. Опустим этот момент. Вот. Ну да, так вот оно развернулось, так оно стало вырисовываться. Такова воля Деви, что достижение моего намерения лежит теперь через Перу. И там я буду показывать следующий уровень знаний, следующий уровень практик, который уже непосредственно связан с шри-янтрой. Я буду давать практики, погружать людей в эти практики. Мы это будем делать в местах силы. То есть сейчас, вот, например, вот буквально скоро совсем мы едем в Сочи, где мы тренируемся со стихиями. Там же мы будем уже тренироваться с конкретными проявленными местами силы. Вот. И это все будет многократно усиливать
вхождения в эти практики. То есть это такой мощный ускоритель, буст, который открывает возможность лезть уже на следующий уровень мастерства. И вот именно там я буду и себя тренировать, и людям помогать входить в эти состояния. Уже начну создавать условия для пробуждения структуры под названием Шри-янтра. Ее нужно пробуждать. Сама она не проснется. И это нам предстоит сделать. И, насколько я понимаю, я выйду из самолета, и ты мне опять скажешь привет. Человек-телепорт. Да, да, и как мы вот уже говорили с Антоном, будем искать в себе те самые энергии, потому что... Конечно, в себе. То есть мы никому не поклоняемся, мы не едем там каким-нибудь идолопоклонничеством заниматься, ни в коем случае. Все это мы будем искать в себе, просто в тех местах, где энергетика сама по себе уже бешеная, и нам просто нужно свое физическое тело так вот взять, принести туда, посадить, сказать, все, сиди. Вот, и дальше уже начнется энергетика. Как там врата будут себя вести, как ты думаешь? Ты знаешь, в моих настройках на это пространство оно очень сильно перекликается с 7-м энергетическим центром. То есть если представить нашу планету как... Ну, что значит представить? Она есть живое существо, у которой тоже есть энергетические центры, и у нее тоже есть врата. И вот это место, оно более синхронно, если с нами равнять, вот с этой частью. Перу. То есть Перу больше всего связано с 7 вратами. С 7-м центром. С 7 центром. Вот. А насчет врат посмотрим. Может быть, там никаких нет. Нам не врата там нужны, нам нужно поле, нам нужно очень быстрое, очень подвижное поле. Я знаю, вы туда уже ездили, там прощупали эти пространства. И раз уж мой путь так вот соединился с вашим в одно единое русло, ну, значит, все там нужное нам присутствует. И плюс еще нам нужно выскочить все-таки из той жесткой структурированности, той жесткой кристаллизованности, которая присутствует в городах. Были мысли, давай там в Подмосковье, давай там под Питером. Ну как, здесь настолько вот очень все сурово, очень все напряжено, что это очень неблагоприятное пространство для практик. А там удастся именно подняться над морем, подняться в воздух фактически, подняться в воздух, не теряя связь с землей. Вот, и оказаться в пространстве, где нет вот этой жесткости, нет вот этой структурности, где нет вот этой бесконечной войны на всех уровнях, эгрегориальных уровнях, физических уровнях, где нет вот этих раздергивающих внимание процессов. Ну, тут как ни прячься, ты все равно, она все равно по тебе бьет. Конечно, да. Там вот полгорода вздрогнуло, и тебя это тоже пронзило. А ты сидишь, практикуешь, и все, процессы утеряны. Там мы сможем уединиться, мы сможем войти в быстрые энергии. Эти быстрые энергии, знаешь, как войти в водопад, он создает вокруг тебя вот непроницаемый вот физический процесс. Мы будем входить в энергетические водопады, и там мы наконец-таки сможем высвободить свое внимание от этой бесконечной суеты, погрузиться в те энергии, которые я буду показывать, и эти процессы будут пробуждать структуру под названием янтра. Ну и плюс все это будет в разы эффективнее, чем в каких-либо других местах, правильно? Быстрее и эффективнее. Даже не то, что эффективнее, наверное, пока это единственная возможность, как это сделать в принципе эффективно. Ну, вот, потому что практиковать в Москве вот эти дела в городе или же в каком-то населенном пункте, где много людей, много структур, это вообще не представляется возможным. Я могу практиковать, потому что я уже десятилетия это практикую, у меня навык есть. А если человеку это надо показывать, как мне ему показывать, если его внимание будет как бешеный конь прыгать из стороны в сторону, если он попытается сосредоточиться, и мы пойдем в эти процессы, тут же та жесткость, та структурированность пространства постарается что-то с этим сделать, потому что сейчас долго придется об этом рассказывать, но мир не заинтересован в том, чтобы мы выходили на такие уровни, потому что мы уже становимся на этом уровне просто опасно для структур, опасно для системы. И система, видя эту опасность, не захочет, чтобы мы так легко и просто в нее вошли. Поэтому мы вынуждены перемещаться в безопасное место, где никто из этих структур не сможет предъявить нам претензию, типа, что ты тут делаешь. Вот. И мы сможем спокойненько, не привлекая к себе лишнего внимания, не создавать для себя кучу проблем, войти в эти состояния, понаходиться, поучиться этим делам и уже такие аккуратненько вернуться, не создавая вот этой вот волны возмущения. Это, знаешь, это как учиться петь посреди библиотеки. Тебе никто не даст там учиться петь просто. Вот это то же самое. Мы для того, чтобы поучиться, уйдем в подходящее для этого место. Научимся, вернемся и уже с каким-то мастерством аккуратненько сможем двигаться дальше. Обучаться хоровому пению посреди библиотеки, ну никак. Нет. Нам сразу навтыкают.
Да, там прекрасное пространство. На самом деле там тишина местами такая же, как в библиотеке, энергетическая тишина. Вот это именно, что нет вот этой суеты лишней. Я уже Ну, предвкушаю. мы и не хоровое пение идем осваивать, Ну да, так что да, все да. нормально. Друзья, все ссылки в описании. С подробной программой можете ознакомиться там. Мы вас ждем. Чем Перу так притягивает искателей со всего мира? Древними цивилизациями, тайнами инков, природой, альпаками? Нет. Люди едут в Перу за тайными знаниями и желают соединиться с силой сакральных мест. Это место с ключевыми точками планеты, которые хранят особые коды и энергетику. Но тайные знания не лежат на поверхности и не раскрываются непосвященному человеку. И этой зимой мы отправимся в путешествие-ретрит в земли Перу, где через мощные практики соединимся с их энергией. Мы будем использовать древние знания и техники, которые создадут условия пробуждения самой сакральной части энергетики человека, называемой Шри-янтра. Эта конфигурация сокрыта в формах древних храмов, символах, текстах и обнаруживается по всему миру. Через практики ты сможешь раскрыть экстраспособности и потенциал своей души. Мы исследуем древний город Мачу-Пикчу, поднимемся на священную гору в Андах, посетим руины инков и соединимся с местами, из которых черпали силу цивилизации прошлого. Ты не просто увидишь Перу, ты войдешь в его глубинную суть и выйдешь на новый уровень духовного развития. Эта поездка изменит тебя навсегда, открыв двери к истинной силе и божественной сути. Присоединяйся к путешествию в Перу 29 января и раскрой тайны Перу вместе со мной и тайным сообществом. Четвертые врата ведут внутрь потока. Через них можно лазить вверх-вниз, как вот по шахте лифта, но внутри своего потока. Вот это вот и есть четвертые врата. То есть они ведут не наружу, а внутрь себя. Мы можем осматривать свое тело по поверхности, а можем вот проникнуть внутрь и посмотреть внутри. Поэтому я говорю, это как залететь в свой собственный рот. Ну, то есть через четвертые врата мы, опять же таки, можем свою энергетику рассматривать, правильно? Свое тело второго внимания. Поток. Угу. У нас оно огромное, это тело второго внимания. Мы можем вот по этому потоку лазить, как по шахте лифта. Ну, туда же относятся все центры, получается, правильно? Да. Там и центры, там и другие врата потенциально. Ну, то есть пространство, в которое мы попадаем через другие врата, они тоже присутствуют. Ну вот смотри, есть телепорт, а есть лифт. Есть возможности телепортироваться сразу в какую-то часть мерности, а есть возможность туда вот добираться прямолинейным движением. Вот через четвертые врата. Я, конечно, очень сейчас все упрощаю, утрирую, вот, Ну вот да, просто я до безумия. понимаю. Но вот четвертые врата – это возможность как бы своим ходом добираться, Мгм. да, а другие врата – это возможность туда телепортироваться прям сразу сходу. Вот мы с тобой в первом интервью, кто не смотрел, обязательно посмотрите, обсуждали как раз-таки, что, следуя по потоку, Мгм. можно добираться, опять же таки, до каких-то нечеловеческих пространств. Где Да. там они скаты Мгм. обитают, там Да. эти плейдианцы мои любимые, Да. условно, да? То есть это через четвертые врата туда заход. Когда мы лазим по потоку, мы лазим как бы снаружи. Когда мы идем через четвертые врата, мы лазим внутри. Вот представь Останкинскую телебашню. Вот ты можешь по поверхности Останкинской телебашни подняться на самый верх. А можешь внутри залезть в лифт и подняться на лифте до самого верха. Тут плюс-минус то же самое. Хорошо, зачем это делать? Зачем мы открываем четвертые врата? Что это Открываем даёт? мы их для того, чтобы опять-таки получить доступ к сознанию. У этого сознания точно так же есть качество. Это сознание, которое запускает очень сильные процессы регенерации в физическом теле. Мы их открываем для того, чтобы познакомиться со своей смертью. Именно из четвертых врат смерть к нам приходит и отрезает нас уже от этого потока, и больше нету ни лифта, ни мерности. Но ничего. познакомиться со своей смертью ты же не имеешь в виду умереть? Не, познакомиться с ней как с участником всего этого мероприятия. Мгм. Если смерть проявляет инициативу познакомиться с вами, вот это умереть. Если мы проявляем свою инициативу, это познакомиться. То есть и как она реагирует, как она выглядит? Выглядит ли она как-то вообще? Выглядит, да, и реагирует. Реагирует она во всей красе своей, проявляясь. Выглядит она как очень своеобразная энергия, которая пронизывает весь поток. Что с этим делать? Пробуждаться. Она очень здорово бодрит. М, Сам факт того, что ты это делаешь, ты вдруг перестаешь ощущать себя бессмертным. мгм. То есть это становится очевидно. Это становится вот прям до мозга костей.
Так ты все равно такой, да ладно, что там. Но с ней можно поговорить там как-то? Узнать какую-то информацию, не знаю, дату смерти своей или нет там такого? У практикующего нету даты смерти, как ты ее узнаешь? Мгм. Ты сам определяешь, когда ты уходишь отсюда. Если ты имеешь дату смерти, ты не практикующий. Все уже предопределено, получается. А для про тебя. регенерацию тела, то есть можно, получается, как сознанием из этих врат исцелять свое тело физическое, правильно? Да, но это ну, сказка такая, вот что это можно. На самом деле тело настолько сильно боится этих вибраций, то само по себе пробуждается, тут же пытается восстановиться. То есть для тела открытие четвертых врат – это все, это по тебе зазвонил колокол, ты сейчас умрешь. То есть он начинает выживать в экстремальном режиме. То есть ты очень сильно пугаешь свое тело, и оно за счет этого быстро восстанавливается. Это не так, что ты открыл, и там вот такие вот амброзии потекла, и там все. Да нет, он в ужасе, срочно М. выздороветь от всего подряд, я сейчас умру. Вот приблизительно Но так оно это выглядит. выздоравливает, по Конечно, факту. выздоравливает. Ну, то есть, условно, если у человека, не знаю, болит живот, он открывает четвертые врата, направляет туда и оттуда энергию, и у него выздоровеет это все. Ну, это как из пушки по воробьям. Я больше про какие-то хронические болезни, там, раковые какие-то состояния, там, какие-то, не знаю, очень сильно травмированное тело, там, заломанное, переломанное. То есть, когда именно нужно клеткам быстро делиться, быстро регенерироваться и делать это высококачественно. И здесь нужно понимать, что просто открыв эти врата, ты запускаешь эти механизмы. Дальше тебе надо свое тело кормить, тренировать, ухаживать за ним, делать массажи. Что это не просто открыл врата и сидишь довольный. Нет, это целый комплекс упражнений, услуг для своего тела. Но опять же которые таки, оно нужно просто делать. ускоряет это все. То есть можно излечить Очень сильно рак ускоряет. через открытие четвертых врат. Если ты лечишь свой рак, это может произойти с намного более высокой вероятностью, что ты от него избавишься. Я не могу кинуть вот это вот в аудиторию, что, Ну, я ребята, поняла, да. да, открывайте сейчас, щелк, там и котлеты денег вам в окошко залетят, да, там третьи врата, щелк, котлеты денег полетели, четвертый щелк, там рак излечился. Но если человек все-таки осознанно понимает, что не все так просто это делается, но есть механизмы, которые реально могут тебе помочь ускорить это все. Да, это реально поможет и реально ускорит. Но это не панацея. Ну, ты запускаешь у себя эти Конечно. генерирующие процессы? Что Конечно. ты получаешь? Например, вот почему-то мне приходит сейчас омоложение. Тоже же можно получить за счет этого? Да, получается? можно получить за счет этого омоложения, но только четвертых врат для этого мало. Нужно поставлять в свое физическое тело высококачественные продукты. Нет, ну это понятно. Ну, а из чего ты будешь себя строить? Это же материя. Или же нужно переводить свои клеточки на прямое питание энергетикой. Но это нужно перевести. И знаешь, это... Все, мое тело питается энергией. Ну, давай без воды и еды 3 дня посиди, посмотрим, как оно у тебя питается энергией. И если человек, просидев 3 дня без воды и еды, такой, боже, как кайфово. Я скажу, он Дэви. Да. А если он скажет, всех ненавижу. Ну, нет, ты занимаешься обманом. Поняла. Хорошо. Пятые врата. Мы уже их затрагивали. Да, мы уже... Пространство моих любимых архангелов, да? Ну, и демонов. И демонов, да. А что ж, они у тебя нелюбимые, что ли? Очень Они нет. Да, замечательные любимые я тоже в существа. кавычках. Это из-за того, что просто сейчас эта тема дико популярна. Каждый второй у нас уже проводник архангелов, а по факту какой-то сущий из вторых врат. Ну, давай я будем так- честны. Если существо уровня архангелов зайдет в наш физический мир, он тут дырку прожжет просто. Потому что его энергетика сумасшедшая. Материальный мир не выдержит контакта с этим существом. Наше тело не выдержит, оно ожог получит сразу же. Размеры у него не наших размеров, оно огромное. Вот. Он не сможет зайти в наш мир и не искалечить этот мир просто своим появлением. Это, знаешь, это как вот есть термоядерный реактор, да, где плазма под температурой там десятки миллионов, сотни миллионов градусов крутится. И вот ты ее берешь и выпускаешь там в кабинет с учеными. И все, это сразу же пепел, они ученые. То есть они сюда не заходят вообще? Нет, конечно. Ни демоны, ни ангелы? Нет. То есть они всегда в пятых вратах, в пространстве Конечно, пятых врат? конечно, это их мир. Хорошо, а если я туда захожу своим вниманием? Вот, ты можешь с Что ними там? организовать связь, коннект. Мгм. То есть ты можешь с ними начать взаимодействие. Быть может, в какой-то момент времени, в каком-то месте силы, посреди песка, где нечем гореть, может к тебе выйти этот демон во всей своей красе. И, быть может, ты будешь достаточно натренирован, твое поле будет достаточно подвижно, чтобы скомпенсировать его поле, чтобы вам не дать возможность самоуничтожиться. Точнее, тебе не дать возможность об него самоуничтожиться. Такое потенциально возможно. Но тут нужно осознавать, что это не то, что, знаешь, чадит человек посреди аудитории. Ой, ангелы пришли. Да ну это вообще дурдом просто. Это Ну, пришли честно. ребята из вторых врат, я правильно Или понимаю? же это из вторых врат пришли, или же человек просто фантазирует, или он реально эту связь
создал, но никто не пришел, потому что если этот кто-то сюда придет из пространства пятых врат, здесь будет пепел. Мгм. Но где-нибудь посреди пустыни, да, такое можно произвести, но там все равно на песке будут остатки этого всего. Хорошо, а чем отличаются вот эти существа из пятых врат от тех из вторых? Ну, Это совершенно другие, разные формы жизни. Это приблизительно как спросить, чем отличается, допустим, вирус от микроба. ну, они похожи. Странный, да, странный, да, вообще не похож, даже не близко. Но я имею в виду, что с точки зрения человека, ему что вирус, что микроба, она Ну внутри хорошо, ладно, где-то давай с его точки зрения организма. людей. Вот чем отличается, Хорошо, давай так, какая их функция? сложно провести Какая аналогию. их функция, зачем они там нужны, зачем с ними контактировать? Они там живут, это их Они дом. там живут. Они воюют там друг с другом. Они с богами разговаривают, они предлагают какие-то вариации. Многие из них вообще созданы. То есть они даже никогда не рождались. Их сразу так, хоп, взрослыми, да самодостаточными, целостными создал Брахма. Это существа определенных этапов творения мира. У некоторых из них даже смерти нет. Они Давай вот, может постоянно. быть, какой-то пример перечислим, какие. Вот, например, мы вот говорили, суккубы и инкубы – это вот там Это вторые да. врата. Да, вот здесь кто? Я, например, заходила и видела Ханумана там того же. Ну, я говорю, они же с Почему он богами там? общаются. То есть там и боги вот эти тоже. Да, то есть это пространство огненных существ, Мгм. инфернальных существ. Это кто? Херувимы, серафимы, ангелы, архангелы, девы, суры, асуры и дальше по списку. Я всего этого сейчас не вспомню из головы. Боги вот типа... Боги, да, Хануман, это ж, по полубоги. идее, это вообще воплощение Шивы якобы. Почему он там Тут тусуется? все воплощение Шивы. Ну Я тоже, да, и ты да. тоже. Нет, хорошо, то есть где заканчивается Шива и начинается Хануман? То есть почему Хануман в пятых, а Шива считается, что Шива изначальный? Я вот об этом. Вот эти все Лакшми, вот эта вся индуистская история, я все это видела в пятых вратах. Почему они не в седьмых, например? Потому что пятые врата еще подразумевают форму. Понятную, доступную для восприятия, но форму. В седьмых вратах нет форм. Там чистое, абсолютное. Ты как-то говорил, что эти существа из пятых врат Мгм. могут с людьми обращаться, ну, то есть это тот же самый контракт, как с людьми, как с сущностями из вторых, только вот они держат нас как питомцев условно. И... Нет, нет, ну ты что. В сущности, вторых врат для них наше пространство, это их развитие, это их достижение, это их безумные практики. Вот. А те зачем с нами взаимодействуют? С Да пятых? хрен его знает, зачем. Ну зачем вот человек заводит у себя дома, я не знаю, там, питона? Зачем он это сделал? Ему нравится. Вот и все. Вот Ты вот думаешь, у такой них же- там Да, такая же да. политика? О, мне нравится этот человечек, Да. буду-ка я с ним общаться. Да, да. да. Хорошо, а что происходит при таком взаимодействии? Вот этот Ну, Он ангел. покровительствует, он защищает Мгм. тебя, он охраняет тебя, оберегает, он может тебя чему-то научить. Он с тобой играет, он получает удовольствие от ваших взаимоотношений. Но Вот у он меня есть дома помогает кот. тебе? Вот мне нравится, не знаю, иногда кота погладить, мне нравится, как он мурчит. Но это кот, я от него ничего не требую. Но я ограничил его свободу. Он не может покинуть территорию моей квартиры. Хорошо, ну, вот, например, про тех же самых мастеров. Как различить, что этот мастер общается с неорганиками из вторых врат, а этот с ребятами из пятых? Ну, вроде пятый уже как-то поприличней. Ну, знаешь, в большинстве случаев, сколько мне было известно, реальных людей, которые достигли состояния общения, им ничего уже не надо, у них так все есть. То есть им не нужна аудитория, им не нужна паства, им не нужно передавать кому-то знания. Все, они получили крышу в виде могущественного существа, они просто живут себе в кайф. Им не надо уже ничего делать. Поэтому вероятность того, что вы наткнетесь на человека, именно вот контактирующего с пятыми вратами, с демоническими существами или с ангельскими, она стремится к нулю. Может быть, есть какие-то храмы, где это практикуется, но, знаешь, я тебе так могу сказать. Скорее всего, вы с таким человеком столкнетесь, как с владельцем какой-то корпорации, а вы там просто будете за станком стоять. А не так, что он придет вас чему-то учить, да ему это нафиг не надо вас чему-то учить. Ну никак, зачем? Ну смотри, ты же по факту тоже можешь зайти в пятые врата, получить покровительство Могу. от какой-то этой структуры, но просто тебе это не интересно. А зачем? Это все находится внутри сна Брахмы. Мгм. То есть я стану игроком более высокоуровневым, но внутри вот этого вот яйца. А зачем, если я хочу из этого яйца выйти? То есть это фактор, который невероятно сильно ограничивает свободу моей воли. Вот как, опять-таки, у меня есть кот. И я ограничил его свободу воли практически по всем направлениям. Он ест только то, что я даю. Он ходит только там, где я разрешаю. У него туалет только там, где я организовал. Шаг влево, шаг вправо, все, расстрел кота.
Хорошо, ну смотри, ведь если на неорганики из старых, они нас вот там могут поджирать, да, у них всегда вот этот обмен идет. Ты мне, как ты говоришь, заплатить, да, за все нужно. Да. Здесь ты тоже чем-то платишь, если Конечно, человек своей свободой. взаимодействует? Своей свободой. Но, например, оттока энергии нет Нет, никакой, им да? зачем это нужно? Нет, Мгм. они с тобой играют. Если эти тебя кушают, если для этих ты являешься превосходящим их процессом, то есть ты намного более доминантен относительно их. Просто они кое-чего умеют, а ты этого не умеешь, потому что ты просто балбесничаешь Мгм. здесь. Это, знаешь, это вот как ребенок, который родился в очень богатой семье. Да ему вообще ни о чем не надо думать. Вот мы здесь такие, мы родились в очень богатой форме. А они ограничены во всем. Но в чем-то вот чуть-чуть, они не ограничены, у нас это тоже есть. Но у нас есть помимо этого все остальное, у них есть только это. Поэтому в только этом они мастера. Мастера перемещений в энергетическом теле. Ну и опять же таки, отличить, через что работает мастер, например, или пришла ли к тебе сущность из старых врат, или вдруг ты вышел как-то на контакт с существом из пятых врат только через экстрасенсорику. Еще раз тебе повторю, и для всех, кто нас слушает, если человек имеет покровительство архангела, он не будет тебя ничему учить, он займет высокую какую-то иерархическую должность и будет там сидеть и вообще ни о чем не париться. Разве это не категоричность? Но вдруг есть какие-то Это статистика. уникумы? Это статистика, а не категоричность. Да, он может находиться в храме и быть духовным лидером каким-то, но ты все равно к нему не придешь и не скажешь: здорово, там, давай попрактикуем. Ты, скорее всего, 10 кордонов должен будешь пройти, прежде чем тебя вообще до него допустят. Это совершенно не органика, это совершенно другого уровня люди. И то покровительство, которое дает этот человек, вообще может быть неуязвимым для каких-то... Ну, то есть 99%, если кто-то взаимодействует с каким-то таким существом, Да. то это не органики, со вторых врат. Ну, Правильно я если понимаю? человек, да, декларирует, учит, там вот происходят какие-то Мгм. чудеса у него такие вот вялотекущие, там раз в 5 лет, ну, это не органика. Смотри, и там, насколько мне известно, это выход как и в ангельские, да, эти структуры, и в демонические, Ну, это правильно? один и тот же мир, да, конечно. То есть можно как с теми взаимодействовать, так и с теми. Ну, с пятым ангельские, сурические, а спереди асурические. Мгм. И они там между собой... У них там своя жизнь, у них там своя политика, у них свои иерархии, у них там все нормально. Слушай, ну там же тоже свои иерархии, по идее, во вторых вратах. Да не, я бы не сказал, Вот что говорят, это знаешь, иерархия. сущности, ранги сущности такие, 5-й, 10-й, это откуда? Это уже из пятых врат, получается, демонот перечисляют? Ну, скорее всего, да. Вот кто-то говорит, вот этот на контракте, там, не знаю, какая-то родовая сущность, а у этого вот там, не знаю, эти масоны-иллюминаты на контракте с какими-нибудь сущностями. Это с какими? Со вторых врат или с Ну, пятых? масоны, скорее всего, с пятыми. С пятыми. Не так, чтобы я Мгм. прям Ну, сильно я очень условно, погружался в да. это все. Ну, конечно, надо смотреть. Конечно, смотреть. Но я могу так тебе сказать. То, что вот на каждом углу из каждого утюга, это вторые. Мгм. То, что ты даже не знаешь, как подойти, это пятые. Мгм. Шестые врата. Хроники Акаш, информационные поля, все обо всем. Через шестые врата можно себя вспомнить кем угодно и искренне поверить в это, что ты вспомнил свою прошлую жизнь. Нет, ты просто вспомнил чью-то жизнь так же, как будто бы это твоя жизнь. Там можно вспомнить, как выглядит реальность, никогда не видя реальности. Там можно вспомнить... Про какую реальность ты говоришь? Которая не симуляция, условно? Да, реальная реальность. Там можно увидеть, как мир выглядит со стороны, не покидая даже сна Брамы. Там информация обо всем. Это шестые врата. Через них можно видеть энергии, через них можно получать безмолвные знания, интуиция. Через них можно смотреть вне пространства и времени. То есть это просто информационные поля, доступные для восприятия человека, но там не сказать, что есть какая-то жизнь. Вот так. А какой вот мы про пятые врата тоже? Какой мы энергией наполняем? Ну, не энергией. Что основном- нам дает пятые и шестые врата? В основном это очень такая умиротворяющая, спокойная энергия, гармонизирующая энергия. Можно на эти пятые врата залипнуть и вообще утратить какое-либо желание действовать. Поэтому, если мы говорим про практики, то практика начинается с пятых врат. Максимально спокойно, максимально гармонизирующе, максимально без всяких суетных ситуаций. Но если человек залипает на эти пятые врата и не гармонизирует себя другими более какими-то Мгм. проявленными, то он так в них и уснет. А шестые для чего с ними работать? Что мы оттуда получаем? Ну, это знание обо всем. Это мудрость. И шестые врата, они дают возможность общупывать всю реальность своим вот этим вот телом энергии. То есть это максимальная концентрация воспринимаемости. Но вот напитываясь оттуда, то есть вот как мы, да, перечисляли, здесь мы получаем невидимость, здесь,
здесь плотное тело, здесь богатство там и так далее. Что отсюда мы получаем? Да я не могу сказать, что что-то конкретное мы получаем вот такое материальное. Они уже слишком отлетевшие. Ну да, чем дальше, да, получается, туда. Ну, ты просто получаешь втекание в свое тело достаточно высокочастотной энергии, высокобыстрой, высокоогненной, там без разницы, опять такие слова, которые потенциально лучше сжигает и размывает сковывающие структуры. Ну тоже, как и первые, получается, да? Только, наверное, по-другому. Первые как-то. работают иначе. Здесь само сознание оно очень быстро. А первые – это кристаллики, которые тебя шлифуют. То есть первые – это как наждак, а шестые – как, не знаю, пламя горелки там сжигают. Вот что-то такое. Это, конечно, смешно даже мне слушать самого себя, если честно. Я понимаю, как-то это да, объясняет да, эти процессы. да. Как-то. Но и заходя, получается, туда, можно узнать, вот как ты говоришь, в хрониках Акаши, любую по факту информацию, которая Да, человеку интересна. На которых он сможет сфокусировать свое внимание. Если человек просто туда попадает без какого-либо запроса, он видит энергетические поля бескрайние, очень своеобразного такого оттенка и очень высокой подвижности. И что-то оттуда выцепить. Это просто энергия. Ну, а вот эти истории, вот сейчас же тоже очень много практиков, кто через якобы хроники Акаши, вот он там рассказывает про все твои прошлые жизни, про все твои плеядианские планеты и так далее. Это все, как ты к этому относишься? Слушай, я тебе так могу сказать. Человек может вспомнить что угодно. Он может рассказать тебе что угодно. Почему? Потому что Но есть почему только он выбирает именно это? одно единственное существо. Может, он психически близок Да, к но этому. почему вот он говорит тебе, слушай, ты с Арктуры прилетел, Мгм. у тебя там, я не знаю, в 10 раз тебя сожгли, а 1 утопили. Мгм. А вот он был царем. Ну, например, я условно Ты царем, знаешь, и это только здесь все воплощался. в моем мировосприятии можно спустить в унитаз. Потому что когда со мной практикует человек и приходит с таким запросом, я хочу это все знать, мы сидим раз, там, индивидуальная практика, 2 индивидуальная практика, 3, и потом человек, погоди. Увидел. Я ж тебя знаю. Я говорю, уже интересненько. Я говорю, вот здесь и здесь. А ты тоже меня знаешь. Я говорю, знаю. И вот когда мы начинаем совместно танцевать, это ценно, это хоть что-то значит. А когда я просто сижу и накидываю человеку, да я могу им накидывать что угодно Да, вообще. но я к тому, что это действительно правда, что в этих хрониках Акаши можно узнать, где мы с тобой встречались, например, в прошлых жизнях, что с нами там происходило и так далее. Это так? Если мы, при условии, что если мы оба с тобой реинкарнированы, если мы оба с тобой многократно достигали возможности возвращения в поток, но невозможности обретения свободы, если мы с тобой из жизни в жизнь стремились в одно и то же, но опять что-то происходило не так. Вот если, тогда мы эту череду событий, конечно же, достанем. Если у нас нет такой череды событий, но мы очень хотим это оттуда достать, мы достанем оттуда какую-то информацию, которая не имеет к нам никакого отношения как к конкретной частичке, но поскольку мы связаны со всем проявленным, то все равно ты можешь это осознать, как будто это твое. Но это не твое, но как будто это твое. И вот это как будто и мое, между ними грань настолько тонкая, что поначалу даже я не особо понимал, где я вспоминаю свою жизнь, а где я просто вспоминаю что-то, что имело место быть. И не знаю, мое это, не мое, это моя частичка, или это параллельная какая-то частичка, или это физическое тело моего потока. То есть это просто какое-то, знаешь, безумие начинается, если ты на это начинаешь залипать. И только немножечко меня стабилизировали люди, когда уже другие приходят, вот ты сидишь, практикуешь с человеком, там полгода, год с ним практикуешь, и у него начинает открываться вот это вот видение, и он такой, слушай, а вот Египет, я говорю, такая-то вот форма, такое-то занятие. Он такой, он уже чувствует, что мы на одной волне, да, начинает больше открываться там. А я там тот-то и тот-то, я говорю, а вот такой вот такой вот там был, он занимался тем-то, я говорю, так это значит ты, я говорю, да, это я. То есть хоть как-то ты с внешним миром получаешь одинаковую информацию. Когда ты сам в себе сидишь, да ты там черт голову сломит вообще, что ты вспоминаешь. И 7 врата. Это пространство там? нашего Творца, Брахмы. Того единого, чем мы все являемся, правильно? Нет. Или еще нет, не доходя до туда, получается? Не доходя до туда. Того, кто разработал концепцию вот нашего мироздания. Но это наше мироздание, оно не единственное существующее. Есть тело Вишну, и на этом теле Вишну множество брам. Мы разбирали, да, это в первом интервью подробно. Да. И вот через 7 врата мы можем дотянуться до
нашего Брамы, и потенциально, если у нас очень высокая подвижность, мы можем соприкоснуться с ним, пройти через его тело, через его бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот для чего тоже вопрос. Что мы получаем из этих врат, и что можно там, ну, можно ли поговорить с Брамой? Помню, Можно. у тебя был такой разговор. Можно, но в основном каждый раз, когда ты достигаешь состояния поговорить с ним, тебе с ним говорить как-то не Не о очень чем. хочется. Вопросов нет уже, да? Да, ты просто смотришь такой: привет, ну, я пойду, пожалуй. Потому что он очень своеобразное существо, он может просто перекопать всю твою жизнь, а ты будешь сидеть и думать: нафига вообще я вот в это все влез, у меня же все было хорошо. Или там у меня было все плохо, а теперь у меня вообще не пойми как. Так хотя бы я сказал, что все плохо, и мне все понятно, а теперь все не пойми как, и что вообще будет дальше происходить, и вообще бояться или не бояться. Ну, то есть, не знаю, если вот ты в состоянии отчаяния, тебе уже терять нечего, можно с ним пойти поговорить. Просто сам факт этого разговора уже перелопатит всю твою жизнь. Хорошо, открывая эти врата и напитываясь оттуда, что мы получаем? Они тяжело довольно Крайне открываются. высокочастотные, крайне огненные, крайне мощные, быстрые энергии, которые тебя вводят в состояние уже приближения к состоянию изначальному. То есть это те вибрации, которые уже границы сновиденного мира, то есть мира в сознании Брамы, и на границе уже другого уровня реальности. Ну, то есть, грубо говоря, ведут к пробуждению, правильно я понимаю? Можно ли так сказать? Нет. Почему? Потому что к пробуждению ведет бинду. Пам-пам. Мы с тобой разбирали структуру яйца. Мгм. И 7 врата – это тоже структура яйца. Я хочу вырваться из этого. Все, мне без разницы, что там. Мне без разницы, что там внутри. Мне без разницы, как это все там расположено. Не хочу, не интересно. Ну, и это, то есть, а вырваться через бинду только. Через 7 врата ты не вырвешься. Мгм. Вырваться только через бинду. Опять же таки, но ты можешь получить там вот эту очень скоростную энергию, Да, ты можешь там высоковибрационную. вот максимально приблизиться к состоянию, из которого уже можно претендовать на выход. Ну, не выйду я из этого мира в своем физическом теле никак. А Без там раскрытых 7 врат, грубо говоря, правильно? вообще без возможности их раскрывать и пропитывать себя этими энергиями. То есть это энергии, которые помогают физике, например, перетрансформироваться в энергетику. Ну, не только они. Это некое, уже приграничные такие энергии, которые на границе сна Брамы и сна Вишну. Но все равно они внутри этого всего. Поэтому как сонастройка, как огненные энергии, да, но как единственные, да, чтобы вырваться, нет, этого слишком мало. Это все равно все еще внутри. Ну, про бинду мы говорили много в первом выпуске нашем, обязательно, да, посмотрите. Если интересна вам эта тема, то пишите, наверное, поговорим еще об этом отдельно. Вообще 7 врата, они очень здорово счищают вот всю вот эту вот повседневную суету, придание важности всему и вся, какую-то бесконечную вот закомплексованность, что-то вот непонимание. Ты туда заходишь и просто и ты преисполнился, и тебе хорошо. И из этого состояния хорошо ты можешь намного дальше уйти, чем когда ты вот как бешеный кот посреди запертой комнаты. И что в итоге дает вообще умение взаимодействовать со всеми этими вратами? Умение их раскрывать, закрывать, наполняться оттуда? К чему это ведет? А это ведет уже каждого человека к тому, что он сам хочет. Ведет очень быстро, Чудесно. очень эффективно и порой даже поругавшись со своей душой. Потому что те потоки сознания, которые идут через врата, ну, они чем-то схожи с теми потоками, которые идут из души. Да, они их не заменяют, но, скажем так, они могут придать тебе намного больше ресурсов, чем ты еще пока не договорившийся со своей душой имеешь. Ну, а договориться со своей душой тоже можно? На эти ресурсы. На эти ресурсы. Это, Вот, я конечно, как раз можно. про это, Да, и говорю. можно. Где ты передаешь эти практики? Это в практической энергетике 1 или во втором курсе? Это в первом курсе я начинаю показывать эти процессы, во втором я показываю, как их развить дальше, как их трансформировать в нечто более проявленное, более мощное. Это 2 курса. И это пока еще не все. Мы будем впервые их практиковать. Я буду показывать еще более глубинные, да я даже в Сочи буду показывать еще более глубинные уровни. И человек, который впитает в себя этот навык, он еще больше будет иметь ресурсов для еще более быстрой реализации того, что он сам себя обозначит. Это, еще раз говорю, это не религия. Мы не идем все в одну точку, мы идем куда хотим. Просто те люди, которые обладают этими знаниями, они туда не то что идут, они туда летят на ракете с самыми современными двигателями.
Да, все становится быстрее. Вот я тоже Конечно. подтверждаю, потому что, ну, я честно скажу, я так практикую. Не как По многие. наитию. По наитию, да, отлично, по наитию. Но я замечаю, как очень сильно у меня раскрывается чувствительность. Опять же таки, все это взаимодействие с духами, не с духами, с энергетикой других людей, с энергиями в пространстве. Раскрывается то самое ясновидение, которое я всегда хотела раскрыть, но уже что-то такое, так, а надо ли мне оно? Да пусть Ну, будет чего. ну да, я так просто. В общем, действительно, процессы запускаются намного быстрее, и событийность тоже меняет свои И насколько ты скорости. спокойнее стал относиться, ну, не органика, там, ну, подселился и подселился. Но это мне еще предстоит, да, я пока Ну, я только уже открываю вижу, этот что ты мир. успокоилась. Я Да? просто помню, как мы с тобой первый раз, и прям, ты аж подпрыгивала, Ой, прям аж слушай, ну горела. первый раз это вообще у меня, я думаю, ты замечаешь, что у меня была совсем другая энергетика. А сейчас ты такая, ну да, там, ну залез, ну да, я его выкину. Ну, Да, то есть, да. вот это состояние человека, который владеет этим, которого это само собой И разумеющееся. это я практикую пару месяцев буквально, сколько мы виделись не так давно. И вот именно по наитию. Я представляю, что насколько быстро развиваются процессы у людей, кто уделяет этому действительно время. Да, все так. Друзья, все ссылки в описании. Благодарю тебя за такой Да. подробный разбор. Это действительно секретные знания, которых нигде нет. Уже не секрет. Уже не секретные, да, поэтому поздравляю вас. Пишите, насколько вам это откликается. Все в комментарии.